Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, тех, кто в записи его когда-то может будет смотреть. Привет, Игорь, привет, Азель. Да, сегодня опять Геральт решил прилечь, чуть-чуть поспать. Он все же тоже живое существо, он не прям уж человек, но все равно ему спать надо. А мы знаем, когда он спит, ему снятся веселые сны. И сегодня у нас опять стрим по этим веселым снам. Как бы это по-наркомански не звучало, но так оно есть. Может, это наш очередной какой-то мем локальный по этой игре. Второй стрим. Так, сейчас я кое-что опять проверяю. Шорт-стрим работает, все пошло. Надеюсь, сегодня без казусов, без подлагиваний, без вылетов, без ничего такого. Все должно быть чики-пики. Вот так лор у нас. Вот тогда, вот тогда. Так, вроде все. Все пошло. Продолжаем с того же самого момента. Я без вас, естественно, ничего не играл, ничего не трогал. Загружаемся. Нас там ждет Шуань-Шуань. И не только, у нас там еще какие-то гости в поместье должны быть. В нашей этой базе. Так, я, наверное, опять чуть-чуть отвык от управления, отвык от всего. Но, надеюсь, мышечная память работает. Надеюсь, быстро все вспомним. Такс, привет. Начнем с тебя, поговорить. Так. Тут вам не ведьмак, тут придется зачитывать опять. Бедное мое горло. Да. Кто этот пухленький дядечка? Как его зовут? Ты про Кайфу? Его зовут Кайфу, он мой старый приятель. Он интересный собеседник и довольно дружелюбный парень. Правда? Но он меня все время игнорирует. Он застенчивый? Совсем нет, просто продолжай к нему приставать, зная его характер, он быстро сдастся. Хи-хи. Не то и другой и. Что ты имеешь в виду? Значит, он тоже хочет поиграть? Понял, мы станем лучшими друзьями. Понятно. Нашел там что-нибудь интересное? Так, это уже было, да. Отдать ему я ничего уже не могу. Да. Тогда с тобой пока что все. Что у нас там вообще есть? Печать Кайфу, гибискус, фрукты Дао, цитрин. Не знаю, это для чего. Компоненты всякие. Вот, кстати, катализатор, да. С прошлого стрима мы получили, но надо его еще как-то где-то активировать. Чтобы было эффективнее хилка. И еще один нефрит мы где-то, по идее, сможем потом ставить. Так, навыки, насколько помню, мы копим 2 очка. Вроде бы. О, вижу его уже сверху. Сидит там, кайфует. Тебе тоже ничего нельзя отдать. Понятно. Ты видел эту штуку внизу? Шанихая 9000? Нет. Корневой узел? Нет. Что тогда? Обезьяна человека. Ты Ашуань-Шуани? Ты его не оскорбляй, у нас главная булка, между прочим. Зачем давать имя такому отвратительному существу? Я тебя сейчас ударю.
За булку и двор мы даем в морду в упор. И пофиг, что ты кайфу. Я предал совет и покинул дом, а теперь ты хочешь, чтобы я делил кров с обезьяной-человеком? Да ну тебе. Один лишь взгляд на то, как эти безволосые существа ходят вокруг, заставляет мою кожу покрываться блошками. Успокойся, обезьяна-люди не такие уж и страшные. Ты ведь видел их в отчетах, не так ли? Видеть их в отчетах и увидеть вживую — это как небо и земля. Этот обезьяна мелкий постоянно зовет меня И. Ты действительно собираешься... Зовет тебя. Ты действительно собираешься его воспитывать? Чем ты вообще занимался все это время? Шуань-Шуань отличается от других. Кроме того, будет не в наших интересах, если совет заполучит его. Этот аргумент звучит слегка притянутым за уши. Ну ладно, плевать. Я никогда не смогу тебя понять. Просто держи его подальше от меня, умоляю. А еще лучше запри в клетке. А мы там наоборот ему посоветовали, чтобы он больше к нему приставал. Расслабься, я не планирую оставлять его здесь надолго. Да ну. Ты упоминал, что хочешь отдать мне что-то? О, я был в таком замешательстве из-за обезьяны-человека, что едва не забыл. Вот, держи, это лазурный лук. Наследие твоей семьи. Ты встретил ее? Хэн? Нет, она попросила кое-кого другого тебе его передать, но в итоге он оказался у меня. Не думал, что ему найдется применение, я слегка подкрутил его для тебя. Спасибо, твои навыки еще не заржавели. Не переживай, помнишь мое прозвище? Шикарный бифштекс и гроза калорий? Блин, одно лучше другого. Игоря нет пока, видимо, внезапно ты слишком начал. Ну, на 15 минут раньше, так-то да. Был анонс сначала на 8 часов по моему времени, а начал на 15 минут раньше. А вот и Игорь. Что пропустить успел? Ничего, с Шуань-Шуанем чуть-чуть поговорили, и вот пришли к этому пухлишу говорить. Все. Кайфу вечно пьет, вот ему хорошо живется. Да, у него там даже на животе, я заметил, какая-то там вундер-штука, штука-дрюка, которая... Баблки там какие-то плавают, которые он пьет наверняка. Хорошо живется, действительно. Гроза калорий. 3 точки. Молот нового Кунь-Луня. Да будет тебе известно, что на новом Кунь-Луне нет ни одного ремесленника, который мог бы сравниться со мной. Кстати, раз уж я здесь, могу улучшать твои луки или любое другое снаряжение. Мои ресурсы ограничены, помимо дзынь. От тебя мне понадобятся дополнительные запчасти. Сообщи мне, если найдешь что-то подходящее. Договорились, ну до встречи. Лазурный лук. Нажмите треугольник, чтобы выстрелить. Каждый выстрел... Лазурный песок. Теперь мы с расстояния сможем тоже чем-то пулять, а не только в ближнем бою. Стрела-пробойница. Такая стрела пробивает все на своем пути. Отлично. Говорят, что у обезьян-людей есть инопланетные микробы, которые заставляют их кусаться без разбора, если их не обучить. Мы сделали прививки перед вылетом, но их эффективность, должно быть, испарилась столетия назад. Прививки? Похоже, теперь этого не избежать. Не нервничай, ты так уверен? Это все байки. Хотя бы заставь его принять душ. Если его запах попадет на мою одежду, я тебе мозг выпью через трубочку, словно пузырьковый чай. Ого. Ты не обижайся, но с этой снарягой тебе сотни жизней не хватит. Если найдешь какие полезные материалы, тащи сюда, найдем применение. А еще я могу твою трубку подкрутить для пущей эффективности. Ага. Вот кто мне надо был. Что же до запчастей, просто не зевай и гляди вокруг.
Сколько печатей солов ты уже собрал? Одну. Потому что, кажется, у тебя еще много дел, ага. Ага. Ох, видимо, я совсем рехнулся, раз согласился помочь тебе. Если бы старейшины дома узнали, чем я тут занимаюсь, получил бы помеж ушей мокрыми тряпками. Слушай, если считать 500 лет сна, мы знаем друг друга уже довольно долго. Эй, думаю, можно назвать нашу дружбу вековой, ага. Ага. Улучшаем вейп. Так точно. Но у меня нет денег. Емкость для песка. Увеличить максимальное количество выстрелов из лазурного лука. Ну так-то я еще даже не опробовал этот лук. Пробойница С. Повышенный наносимый урон. Разбивает щиты. Трубка первого уровня. Вот это первым делом, наверное, надо. Трансмутация дзынь. Получайте больше дзынь при убийстве врага взрывом талисмана. Можно экипировать лишь один. Это типа пассивки на постоянку. Ранги у стрел. Ого. Что будет? Стрела Б, стрела А, стрела СС, стрела ССС. Так, трансмутация жизни. Оставляйте немного здоровья при убийстве врага. Больше денег или хил? Ну, все прикольно звучит, конечно, но первым делом трубка надо. Может, прямо сейчас пойти что-то продать и сразу улучшить? $400, 100. Создать. Картридж еще 2000, на который мы тоже, по идее, копим. Здорово, Аспис. Так, а вообще мы сейчас пойдем что, смотреть старые локации, если что-то где-то открылось, или мы в какие-то новые территории пойдем? Потому что если старые смотреть, то я, наверное, не буду продавать, потому что мы все равно, наверное, что-то там нафармим. А если новые, то, наверное, лучше потрачу, потому что меня там могут убить всякие новые опасности. Хотя как будто меня на старых локациях ничего может не убить. Но там просто больше шансов. Да в новой, наверное. Ну, тогда давайте не будем прям собирать эти компоненты бесконечно. А то потом, как всегда, жадности, дела. Сразу нужное сделаем. Бэмс. Все. Я готов. Кстати, еще там вот справа, вроде как там находится наш этот ишный друг. Буду его так называть, не помню, как его зовут по-настоящему. И в честь этого я, наверное, даже... О! Потом еще что-то у нас появится. В честь этого я, наверное, даже... Вот это прокачаю. Передумал. Так, ты ничего больше нового? Нет. А ты что скажешь? Он что-то скажет. И от И. Руи. А, да, вот. Точно, Руи. Поздравляю, мой господин, с присоединением господина Куафу. Наша команда становится еще сильнее. Думаю, ты даже не сомневался, что он присоединится к нам. Именно поэтому ты и направил меня к нему в первую очередь. Конечно, ни одна из моих махинаций еще
Махинация не ускользнет от вашего острого взгляда. Пожалуйста, простите мою бестактность. Согласно моим расчетам, вероятность сотрудничества была довольно высокой. Кроме того, я просто не мог больше наблюдать за возникшим между вами недоразумением. А ты правда научился действовать по своему усмотрению? Но я закрою на это глаза. Способности моего старого друга, безусловно, пригодятся. Как вы поддерживали свою молодость все эти годы? По-моему, это уже было. Ладно. Идем дальше исследовать. Ну или Абак. Абак — это вроде все подобные системы. Так. Карта. У нас тут две штуки какие-то пропущенные. И кажется, вот там сверху справа как раз проход был. Но мы туда попасть, по-моему, не могли. Тут мы все собрали. Тут мы все собрали тоже. Тогда куда нам? На лифте вверх сюда возвращаться, походу. Потому что тут внизу пока нам ничего не доступно. Там тупик. О. Денег нет. Нету денег. Не позже в сюжете будут для плана Вечного Котла. В самом верху можешь проход открыть. Где вход в павильон. Где-то тут. Или ты имеешь в виду прямо вот тут, где павильон, просто там вот на выход выйти, чтобы не ехать по-другому. И вот где-то тут что-то открыть. Может, так будет быстрее и удобнее, чем отсюда бежать к лифту, потом опять туда, потом опять сюда. Я уже и забыл, что там в павильоне свой выход есть. Не в самом павильоне, а рядом с входом в него. Ладно. Сидит там наверху. Кайфует. Так. Тут две штуки такого не собраны и одна штука такого не собрана. Тут можно вниз, можно налево. Но мы все успеем, наверное, посмотреть по порядку. Да, тут был раньше. Раньше был тупик, потому что не было способности. Так, а теперь мне надо вспомнить управление. Это парирование у нас. Это вот так. Это вот так. Это опять эти ежи. Так, вспоминаю парирование, давай. Оу-оу-оу-оу-оу. Не успел. Не то. Да. Ничего.
Ну, спасибо. Я и так собирался, наверное, посмотреть, что тут внизу, но не таким же методом, чтобы меня подтолкнули сюда. Ай. Здорово. Привет. Бончикс. Надеюсь, правильно назвал. Какими судьбами? Так и подумал, что он столкнет. Еще один лифт. Впервые в эту игру играешь? Я уже проходил просто. Да, впервые. Но раз ты проходил, на всякий случай сразу уточню, что без спойлеров, без навязчивых подсказок, по крайней мере, пока не попрошу, и всякое в этом роде. Знак в галактическом доке. Предупреждение в галактическом доке. Галактический причал. Внимание, во время пространственного прыжка вход строго воспрещен. Галактический причал — это космический док, построенный Советом Новым Кунь-Луни. Он может уместить до 10 кораблей класса Юаньбао. Эти корабли можно использовать для полетов к ближайшим звездам, но для полноценных межзвездных путешествий они не подходят из-за ограниченной автономности. Костер. То, что надо. А еще вижу фрукт. Как ощущение? Пока все очень нравится. На первом стриме я прям там в конце свое первое впечатление так и сказал, что пока прикольно, все очень понравилось. И геймплейно, и внешне. Не знаю, что там дальше будет, но пока все супер. Фрукт Дао. Еще одно очко навыков. Так, тут пока тупик какой-то. Вот мне тоже часто мобы выкидывают куда-то. Да, знакомая ситуация для нас еще с Силксонга. Такое же было тоже и там. Судя по луку, ты первого босса уже прошел. Да, буквально вот пару минут назад в павильоне мы получили этот лук. И да, босса первого мы прошли в конце прошлого стрима. Пока что такие у нас успехи. Кстати, этот лук надо как раз еще протестировать, а то я получил еще. Ух ты. Но так еще и не пользовался им. Лук мощный, лук хорош, да. Интересно в бою протестировать. Так, можно тут налево, можно опять там вниз пойти. Ну давайте сначала тут. Вот как раз там будет какой-то шорткат. Нет, тут будет тупик. Понятно, значит идем обратно вниз.
Тому мерзавцу, который меня скинул. Ай. О, блин, опять ты. Кстати, лук. Пяу. Блин. $50 денег за него дали. Иди-ка сюда. Сейчас я тебя отомщу. Сундук. Компонент. Кстати, можно мне чуть-чуть затизерить, не спойлернуть, а так, чуть-чуть сказать о следующем боссе. Буквально его пол и все. А зачем? Что тебе это даст, что ты мне там чуть-чуть затизеришь? А тех 600 часов будет хвалить уже? Будет хватать уже, получается, для монетки? Да, я там Игорю в комментариях еще написал, ты, может, не видел еще, что если все это засчитается, то да, уже, можно сказать, цель выполнена. Насчет часов. Надо только дождаться, когда там пару дней пройдет, чтобы полоска обновилась. Можно будет подавать заявку. Я там даже уже почти все видосы и все стримы прочистил. Остались только парочка самых таких проблемных, в которых около десятка музыки всякой такой было. А всякие такие, где по несколько, одна, там, две, три, и они уже все, уже почищены. Только самые проблемные остались. Привет, Евгения. Ламинат. Ну так, по приколу, по рофлу. Ну, раз по приколу, по рофлу, ну тогда, наверное, не надо. Если бы что-то прям такое важное, что я мог бы что-то пропустить, какой-то секретик, если бы оно как-то было связано, ну, я бы еще подумал, но тогда уж лучше не надо. Все-таки первое впечатление, первый эффект, там первый шок, первая реакция все равно более приоритетная, чем по рофлу что-то заранее сказать. Ну, вы ж в курсе должны быть. Про ламинат хорошо. Евгений, как у тебя сегодня дела? Как настрой? Ты сегодня с нами как? Надолго или опять только поздороваться? Ладно, пусть это будет сюрпризом. Ну вот, ну так и надо. Каждый босс, каждый сюжетный поворот должен быть сюрпризом. Я еще такой должен сказать: вау, вот это поворот, как так-то? Ух ты, какая неожиданность. А если заранее все сказать, даже если чуть-чуть с намеком, чуть-чуть заспойлерить, чуть-чуть затизерить, то все равно впечатление может будет уже не такое. Вот если бы паркет был, ну, началось. Гендерпати тут какая-то? Где? Так, открою шорткат. А, блин, там надо было с той стороны открывать шорткат. Ну, ё-моё. Как я не заметил эту штучку там наверху. Зараза. Принципы совета.
10 принципов совета. Наследие, порядок, равенство, доброжелательность, верность, инновации, справедливость, бескорыстие, знание и проницательность. Совет Тяньдао был основан группой ученых и бывших аристократов, которые выступили против даосизма. В первые дни своего существования он сталкивался с преследованиями и действовал из подполья, но со временем развил централизованную структуру. 10 мудрецов, известны как 10 солов, ежегодно избираются лидерами, направляющими организацию в соответствии с каждым из их принципов. Хотел посидеть с вами, но гулять позвали. Погода стала прохладнее, надо использовать это. Понятно, удачной прогулки тогда. Понятно. Значит, там пока тупик. Внизу там тупик. Тогда идем вот сюда налево. Надо потом про этот шорткат не забыть. Открыть его в будущем. Линолеум, блин. Так, а этот уже со щитом какой-то стоит. Мне уже страшно. И вам хорошего вечера. Так, а его как это самое парировать? Он вроде не зеленым не светится, ничего никак. Пока не можешь. Блин, ну ладно. Везде тупики. Блин, тут же эта фигня была точно. Тогда мне опять вниз. Застряли. Ой. А сюда я ходил? А, ну да. Костер, кстати, костер надо мне, костер, да. Хилки восстановить. А тут тупик тоже, да. И прокачаться тоже можно уже. Так, быстрый подъем. Угу. Зорное восстановление. Поглощать 2 заряда ЦИ. Отдача. Череполом. Находясь в воздухе, удерживайте низ и квадрат. Это новый удар прям. Вот это хочу. Что, не путь, то тупик, да? Череполом в конце игры прокачал. О, даже так. Сколько мне денег? 300.
Не, мы копим 2000 для еще одной хилки. Опа. Шуань-шуань, что ты хочешь сказать? Что ты мастеришь? Смотри, это кресло может качаться. Я сам его спроектировал. Круто, да? Я думал, ты собираешься сделать копье или что-то в этом духе. Мне не нужно кресло для отдыха. Почему? Это кресло поможет тебе расслабиться. Эй, мелкий, даже не думай называть это завершенным изделием. Ты даже не прицепил на ножки целебный котелок. Это был совместный проект? Когда это вы стали друзьями? Я просто пытался сделать это кресло, но дядюшка Пушок все время возвращался и требовал... Ты, мартышка, это мой набор инструментов. Вы что, не видели на нем мое имя? Я видел, потому и подобрал. Я никогда не хотел играть в семью с детенышем обезьяна-людей. Не то, как... Но то, как он использует инструменты, просто безумие. Мои бесценные инструменты не терпят крови или ржавчины. Понял? Дядюшка Пушок очень помог мне с этими соединениями. Без его помощи кресло бы развалилось при первом же использовании. А у кресла есть какие-то особые качества? Вроде бы нет. Оно просто хорошо сделано. 3 точки. Не будь занудой. Ощущение ритуала в жизни тоже очень важно. Ладно, еще я хочу сделать книжную полку, летающую кровать и горшочек, который будет нам варить. Ух ты. Ремесленник из Ин может справиться с любой задачей. Что? Я никогда не соглашаюсь. Эй, а у нас тут есть штука, чтобы принимать душ одним нажатием кнопки? О, да хватит уже с ума сходить, верни мои инструменты. Санта-Барбара. О, неплохо тут уже разместились. Реально можно присесть. Да, самое время закурить. Кайфу. С таким-то ремесленником в команде, как я, можно забыть о проблемах со снарягой. Просто не забывай, что все улучшения модификации потребуют сколько-то дзынь. Ну, естественно. Это уже было. Привет, Нильгардец. На шорт. В горизонте еще сколько? Что? Что шортс? Шортс идет, надеюсь? Да, идет. А то после вчерашнего мне уже страшно, что он там сам по себе может вырубиться. «13 зрителей. На Nine Souls'е? Ого. Че, у нас даже на Nine Souls'е будет такая же фигня, как на Ведьмаке было? Неожиданно. Шорткат открой. Да, я опять забыл про него. Я его не использовал вообще. Про череполом. А может настоящий, кто знает. Ну а вдруг? Это все уже было. Так, шорткат. Это тут налево вроде, да?
Все. Так, тут еще одна штука где-то пропущена. Это, наверное, вот там внизу слева. Но там был тупик. Пока что. Так, тут тоже тупик. Куда же нам дальше? Вот сюда вниз. Тут 2 штуки мешочка не собранные и 1 штука какая-то. Не знаю, что это за левая штука. Не знаю, как ее называть. Тебе 2 шорца? Нет. Не путай меня. У меня сегодня все по классике. Обычный стрим и шорт-стрим. Все как всегда. Горизонтальный шортс. Ну, все как всегда. Обычный шортс. Не путайте меня, не пугайте. Ну, все нормально. Все правильно. Тут 14, на том 4 зрителя. И лайком его нет. Так говоришь, как будто впервые увидел, что у меня 2 стрима идут параллельно. Ты же уже много раз заходил к нам. И знаю, что у меня в один шорт-стрим, а другой обычный всегда было. Зрители там разные, и тут разные. Лайки там разные, и тут разные. Чё, первый раз, что ли? Так. Я думаю, куда мне идти. Вот тут прям большая локация, и тут много чего не найдено. Я сейчас тут, значит, мне куда-то направо. Вот туда аж надо идти. Ну, пошли. Там разберемся. Ну, шортовых-то 2. Как горизонт попал бы в шорт. Короче, ничего не понял. Хватит меня путать. Как шорт может быть 2? Уи. Там был проход налево. А, я там был уже. Тут направо тупик. Так, вот там внизу налево может что-то быть, там направо может что-то быть. Все как обычно. Ну тогда... Чё путаете меня? Я поэтому интерес гоняю. Там проход выше вроде доступен теперь. Выше доступен теперь. А, вот надо мной прямо, что ли? Я не заходил на горизонт еще. Заходил, я помню тебя здесь. И не раз вроде заходил.
Так, вот туда налево. Так, стоп. Нет, тут везде красные фиговины. Я тут не знаю, как мне пройти. Или я что-то не понимаю. А как он попался мне в шортс? Что за новая фигня? Новая фича. Не знаю, может такое и может быть, что в шортсе обычный стрим может попасться. Я не шарю. Короче, все, разобрались. Выбирай, какой хочешь стрим, тот или тот, и сиди на нем. Все. Хватит меня путать с этими шортсами, не шортсами. А, нимфа, точно. Точно. Я подумал, что мне самому надо как-то туда добираться. Ну как так-то? Паркур. О нет. О no. О no, еще раз. Хотя мы с таким уже встречались. Прям откидывает меня. Полегче. Ну, как так-то? Фанат байчика. Да. Старший брат байчика. И он что, мне мстит? Так, стоп. Направо. Направо, потом вниз, потом налево. Байчик возвращение. Да, сейчас лук еще на боссе тоже потестировать можно было бы. Пяу. Пяу. Угу. Это было быстро. Сходил, называется, за душами своими. Деньгами. Огонь плохой, да. Я заметил. Огонь более жесткий, чем этот байчик.
так бы сразу. Байчик 2.0. Продвинутый компонент. А сколько он дает? 1 миллион денег. А чё не пишет? Только в магазине. По 700. Это максимум или есть еще более крутые компоненты? Так, лифт. А тут я был или нет? Да, опять это место. Все. Идем туда вниз. Какой-то типа шорткат, что ли, еще один сделали. С этим боссом. Мини. Так, сюда я уже, наверное, не доеду. А, не доеду. Наверное. Еще попади. За сокровищами пришел. Сокровища я люблю. Наконец-то. Нет, тут не... Ой. Тут не пробраться, значит. Ладно. Идем большие обходы. На правую просто. Точно. Чё я только про левую подумал? — 25 зрителей уже. Чё-то... Чё-то... Судьба Ведьмака повторяется уже здесь. Неожиданно, реально. Потихоньку. Сейчас потихоньку 20, 30, 40. А там и 180. Ай, блин. Зря прыгнул. А мы отсюда выберемся уже или нет? Фанаты Nine Souls собрались. А такие существуют? Прям коммунити... Прям коммунити существует. Ну, неужели? Так, первым делом к костру. Интересно, они могут на меня напасть, когда я уже сел за костер? То я там увидел, что он все еще бежал за мной, когда я уже сел. Или тут, когда я уже сел, то все. Я в безопасной зоне, типа. Не могут? Могут? Могут, не могут? А, это секретный босс, что ли, считался? Вот справа внизу. По статистике, вот там было 0 из 1, а теперь 1 из 1. Это босс этот, что ли, был? Я еще думал, что это за значок, что он значит? Там через верх, что ли? О, с него что-то особенное выпало.
Меня не били, когда я сидел. Да, естественно, существует игре не прям таки, игра не прям таки ноунейм. Ну-ка, мне просто такие пока еще почти не выходили, там 1-2 человека какие-то из новичков. Вот на Hollow Knight там, да, там прям часто к нам новички заходили. Тут пока в процессе. А я вот не помню, вроде могут. Вполне себе. Опять паркур. Сундук. Вот не зря. Секретик тут был, оказывается. Маленький. Все, теперь на карте. А, не, по-прежнему 2 из 3. И где я тут что-то пропустил? Что 2 из 3? Из 3. 2 из 3. Внизу там что-то может. Понятно, тут просто этот уникулер. Ну, к тебе и на Ведьмак не прям большое количество людей заходит. Сказал Азель, когда у нас там было 180 ботов. О, нет, трайфаза. Относительно чего посмотреть, конечно. Так, у тебя на карте видно пропущенную штуку, но там надо с другой стороны приходить. Видно пропущенную штуку? А, да, вот. Проход там был, но с другой стороны. А с другой стороны это где? Это как? Я что-то не заметил или... Или мне пока рано в тот самый путь? Тут даже не вижу, как там справа можно зайти. Это вообще потом. Но, блин, все потом. Все везде потом. Так, фуникулер там куда-то вниз, что ли? Или сюда куда-то должен приехать. А вот если справа внизу красный вот этот значок, значит я тут где-то не нашел этот самый штуку для карты. Или чё? Чип, да, чип. На карте там типа затемненная зона. Я в курсе, что она освещается. Да, поехали вниз. Чип не нашел. Да, вот тут станция пополнения трубок. Вот тут где-то чип. Надо бы чип. Чип надо бы. Чипидейл. Чипидейл надо бы. Опять эта музыка, господи. Выносящая мозг. Спустя какое-то время.
Чипы не обязательно сразу можно найти. Да? Я думал, это как типа картограф в Silksong. Сначала картографа найти, чтобы карту поскорее получить. Но тут я вроде везде был. Нигде не вижу каких-то скрытых уголков, которые я пропустил. 2 костра вижу. Лифт. Потом только найти можно. Блин, ладно. Тогда поехали вниз, как ты там говорил. Потом на том фуникулере. На фуникулере вниз. Окей. Ай. Снайпер. Вообще надо бы уже дальше по сюжетке, сюжету что ли продвигаться, или еще посидим? Еще посидим. Так-то надо бы, надо бы. Локации тоже по пути хочется происследовать. Этим же тоже надо заниматься. Так, новая локация. Четыре предмета и 1 босс, я так понимаю, скрытый. Так, можно наверх, можно налево, можно вниз. Миллион развилок. Все как мы любим. Сначала давайте вниз. Вау. Это есть скрытый босс? Оно даже не нападает. Живой кейс. Ходячие деньги. Нефрит бедняка. Увеличивает радиус сбора дзынь. О, как раз на одну ячеечку. То, что надо. А, только у костра, ладно. Ой, уже не очень живой. Ходячий сундук. Ходячие деньги. Так. Нет, это не босс, это предмет был, оказывается. Значит, босс еще где-то есть. Скрытый. Мини-босс. Да, это значок, значит мини-босс. Окей, давайте разберемся, раз мы за это начали. Мешочек — это значит просто какой-то предмет. А лупа что значит? Что тут еще есть из таких значков? Лупа, мешочек. И вроде пока все. Это робот был? Ну, похож. Но вообще правильно, ибо кому будет интересно в поздней игре смотреть на скучный поиск сокровищ? Ну, ты все правильно мыслишь. Пока начало игры, надо, собственно, разбираться в мире, в геймплее, в управлении, с мобами там, парировать, обучаться получше. Как раз пока бегаешь по миру, все это происходит.
Нежели как раз, да, как ты говоришь, потом, в финале игры, бегать всякой вот этой... Вот этим собирательством заниматься, когда уже неинтересно на поздних этапах. Свинособака опять. Пока у меня активируется амулет, мне еще второй стреляет и по итогу сбивается, как я понял. Ну, не все сразу. А там сундук. А если вот так? Ага. А вы думали, я не замечу? А я заметил. Компонент. Компонент. Шорткат. Неплохо. Поверху так прошлись. Только теперь надо остановить хилки. Значит, изначально не живой был. У тебя полоса донатеров давно? С прошлого стрима. Но я сразу все, что мог, лутал. Правильно. Так и надо. А то как вспомню, как искал несколько часов долбаные сундуки. Ну и не без этого тоже. Какой интересный геймплей без подобной беганины. Ах ты. Что такое? Не, погоди, погоди. Погоди, погоди. А, да, так и надо.
Еще сундук. Три из 4, 0 из 1. Шорткат. Ах ты. Оу. А вот и он. Погоди, ну хотя костер не то чтобы сильно далеко. Ладно. Понятно. Вот как ты умеешь. Было быстро. Чё эти двое тут стоят, вообще не в тему, скотина. Рука-лицо. Я их лазером и убил. Гениально, спасибо. Спасибо, Азель. Ну, один убился, другой тоже убился. Так. Секунду. Деньги при мне. Там, между прочим, 2000 почти. Сейчас потерять эти деньги, это будет... Ой-ой-ой, ай-яй-яй. О, нет. Ненавижу этого мини-босса. Он сложный пипец. Вот это реально старший брат Байчика. Старший брат уже. Попробую его на лазеры забайтить. Я вообще забыл про этого босса. Битва за деньги. Отличное начало. Божественное начало. Опять он резкие выпады делает. Дай подхилиться, тварь.
Ай. Yes. Ух. Я уж думал, что сейчас не вывезу. Еще один блок. Это достойная награда. Хорошо. Мини-босс есть. Так, а сейчас срочно пойти потратить деньги. А то потерять 2000 будет мега обидно. Азель, что твое сообщение опять на проверку мне идет? Что опять начинается? Без лазеров завалил. Я так по второй или третьем прохождении так и не смог. Так, YouTube Азеля опять начинает это самое кошмарить. Блин, не хватает 80 штуковин. Картридж за 2000. Сюда. Теперь у нас 4 хилки. Это вам не хухры-мухры. Тут требуется катализатор. Емкость 1000. Трансмутация 1000. Так, и нефрит у меня еще одно место появилось. Личное дальнобойное оружие И, а еще передаваемый поколениями артефакт Фанши. Поговаривают, когда-то им владел легендарный Фанши, спасший царство Ся. Каждый выстрел расходует... Ну, это понятно, это уже было. Лазурный песок. Этот наноматериал, используемый исключительно солярийцами, называется лазурным песком и стал основой для всех солярийских технологий, начиная с эпохи раздора. Кроме того, он широко используется буквально во всех технологических отраслях. В период эпохи Лао Цзы лазурный песок объединили с корневой энергией, что позволило создать нанороботов, программируемых посредством теледеяния. Ну и словечки. Теледеяние, может. Наконец, этот материал стал ключевым для всего вооружения Фанши. Окей, возвращаемся. А какое сообщение? Сообщение «Ты чё?» Это очень серьезное сообщение, очень опасное. Настолько опасное, что даже на проверку пришло. Понял, больше не дерзи. Не дерзи Ютубу. Не дерзи. О, все, 4 из 4, 1 из 1. Все, тут у нас все собрано, идем дальше.
Так, тут 2 из 4. Угу, угу, угу. Вот внизу вижу проход, это раз. Но, по-моему, не с этой стороны он открывается. Или с этой. Может, луком туда надо стрельнуть? Вроде пропустил YouTube твою. Нахожу все больше слов, которые не нравятся Ютубу. Угу. Товарища Бибизяна вот вообще YouTube тоже не любит. Любые сообщения. Неважно, какие там слова. Окей. Сундук сюда. Наверху еще сундук. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мерзкий мужик. Опять горящий желанием сражаться парень. Мерзкий мужик. Ну, с ним, да, там вообще прикол. Прикольный прикол, блин. Еще сундук. Стоп. Там направо я был. Ну да. Ай, яй-яй-яй-яй, как снайперски полетели. Ну куда ты поехала? Слишком рано. Давай, давай, давай. Не-не-не, в ту сторону не, а то опять меня сейчас толкнет, я тебя знаю. Такое больше не прокатит. Ну какой же паралич полезный. Звуки радости.
Компонент. Так, 34 уже. Ау. Чё, блок что ли не тайминговый немного? Нефрит бесстрашие. Вражеские атаки не смогут помешать детонации талисманов. Но урон и все равно будет получать. Это может пригодиться, а то не раз уже такое было, что меня как раз сбивали, да. Пока амулет этот срабатывал. Мы опять уже 1000 накопили. Так, тут все 4 из 4. Шанхай 9000. Понятно. Ничего интересного. Тут у нас все, тут у нас все. И тут тоже все. И там тоже все. Вот тут только не все. Но там мы знаем, что место одно. Вот тут вот справа пропущено. И тоже было бы все. Значит, вот тут еще 3 локации какие-то. Наверное. Еще какая-то красная. Еще вот тут что-то. Тут что-то пропущено вообще-то. Блок 1800. Сейчас купим блок. Погнали дальше по сюжету. Улучшенное отражение пуль. Ну, не знаю. Теневой удар. Это давай. Потом вот это, наверное. Нефриты. Так, давай сначала вот это. Сейчас купим еще один, поставим тут тоже. Я могу из инвентаря активировать? Нет, да? Нет. Или я только в павильоне могу их продавать? Ладно. Сейчас смотанемся туда-сюда. Теперь пошли обратно к правой стороне от павильона. Сейчас. Одной монетки не хватает. Ничего, сейчас я кого-то убью. Или просто какой-то ящик разобью. И будет мне еще один нефрит. Эти можно брать и обмазываться. Здесь более приятная музыка. Маршрутка за отставшими не возвращается. Сколько там компонентов? 1 копейка до 1800, да, 1 копейка. Мог бы сделать скидку мне, если честно. Все,
все. Вот 4 копейки. Так, блок. Вот так вот. Нормально тут нефритов, я смотрю. Куча всякого разного. Так, тут все, да? Теперь в правой стороне от павильона проход. Не в самом павильоне, а право от павильона. Окей. Теневой удар хороший. Надо в павильоне на принтере. В начале игры взял и всю игру использовал. Теневой удар. Так. Тут где-то еще что-то одно у меня пропущено. Может, там, конечно, оно и будет. А может, вот там внизу слева. Там тупик вроде был. Или уже там его нет. Правее. Пропущено потом. Как скажете, ваше высочество. Вуаля. Оу. Руины на озере Яучи. О, господи. Надеюсь, это не какие-то местные канализации, судя по звукам. Какие-то всякие там топи и прочие. Ну, что-то мне кажется, что это оно и есть. А-та-та-та-та. Ух ты. А тут все с сюрпризами, я смотрю, уже прям в начале. Интересненько. Бум-бум-бум-бум. Ну, у снайпера. Ну, как так-то? Я же нажал. И что-то реально какие-то флешбеки из канализации Hollow Knight. Как-то. Что-то как-то. Привет, Светлана. Рад снова тебя видеть. Добро пожаловать на озеро. Знакомимся с новыми противниками. Ура! Мерзкие канализации. Имею в виду, что у тебя способности для пропущенного нет. Ну, ладно, ладно. Ждал эту локацию. Почувствуй себя в программе «В мире животных».
что из них синий иногда вылетает? Ух ты, как ты умеешь кувыркаться. Синий — это заряд для лука. Ага. Все, спасибо. Болото Миядзаки есть во всех играх. Это да. Это я уже не раз убедился. В этих мерзких болотах. Сегодня, кстати, ничего не подлагивало на стриме. У меня, по крайней мере, не было уже этих областей, где у нас слоумо типа было, как в прошлый раз. Кстати, перепроверю. У нас там разрешение опять не сбилось, а то мало ли. Нет, нормально. А то в прошлый раз были конфузы свои. Желчноводье. Да. Да тут дальше красивее на самом деле. А тут есть зимняя локация. Вот самый важный вопрос для меня, наверное. Зимняя снежная локация. Если да, то это сразу будет моя любимая. Скорее всего. Разбей колокол. А чё, так можно? Ой, фу. Ой, зачем я это сделал? Ну, зато деньги. Тут еще один колокол был. Или тут определенный колокол. Или все. Не, все, походу, деньги дают. Тут только два? Или там в начале еще один был, не помню. Для лука, который ты не используешь. Я постараюсь. Я и сам так не понял, что это синий. Хотя сейчас думаю, может, лазурный песок. С колоколов деньги падают. Но они глистов самонят. Ох уж глисты эти. Да, я просто луком на первом месте за всю игру использовал. В первом месте. Я не знаю, как у меня будет ситуация с этим луком. Посмотрим. А Азель вот часто использовал. Не помню зимы тут. Ну, блин. Зиму можно сделать в павильоне, если у костра подождать. Ну, хоть что-то. Ну, хоть так. Больше тут нет. Так, это загадка, что ли, какая-то. О, здравствуйте. Привет, друг. Отличный денек для прогулки, не находишь? Ты кто такой? Кто я, не важно. Важно то, о чем мы говорим сейчас. То есть ты просто соляриец, который неторопливо гуляет по этим руинам. Если не прояснишь свои намерения прямо сейчас, придется уж простить меня за грубость. Послушай, друг мой, я не намерен становиться твоим врагом. Также я уверен, что и ты не желаешь навредить мне. Иксограммы предсказывают, что насилие не произойдет. А я всегда с большим доверием отношусь к проницательности моих предсказаний. Я думал, что все суеверные солярийцы остались на Пенлайн. Более того, восходящая башня — древняя реликвия, глубоко символичная для наших предков. Не место для драки. Какая башня? Ты про эти ветхие руины? Друг мой, вещи всегда не такие, какими кажутся. Столетия тому восходящая башня была самым великолепным алтарем во дворце бессмертных. Древние императоры приходили сюда
праздничные дни, чтобы вознести молитвы небесам. Они просили святых подслушников башни предсказать судьбы их царств. Славен будь Сол, пожалуй, нашим людям мир и процветание. Пусть Сол дарует нам силу, чтобы одолеть наших врагов. Молю, подари мне сыновей, которые продолжат править империей. Если хорошенько прислушаться, эхо их молитв до ныне мечется среди этих стен. Потрепанная ветрами времен система верований целиком рухнула и растворилась в небытие. А люди изобрели новое значение для Сола. Просто не осознали, что собственные лапы куда надежнее любых надуманных божеств. Мой покорный друг тоже говорил нечто подобное. Словом, с тех пор, как очнулся, я не слышу больше музыки восходящей башни. Так жаль. Хотел бы я, чтобы ты увидел это место на пике его величия. Колокола звенели глубоко и величественно, а древние жители Кунь-Луня собирались здесь, делили хлеб, вино, песни и веру. Захватывающее было зрелище. Песни и вино. Твоя история только что стала интереснее. О, точно вспомнил. Есть у меня кое-что для тебя. Это древняя партитура, одно из моих ценнейших сокровищ. Колокола наполняли эти залы именно такой мелодией. Если сумеешь отыскать в этих руинах подходящие инструменты, сможешь сыграть ее отрывки. Однако вижу я, что ты уже насытился историями. Что же, иди своим путем. Древняя партитура, артефакт. Солярийский артефакт, его можно отдать Шуань-Шуаню. Нотная запись древней мелодии, вероятно используемой в жертвенных церемониях, была получена от таинственного солярийца. На одном боссе, я думаю, как ты дойдешь, то сразу поймешь. Луком еще и красиво убивать. Можно толпы. Он насквозь стреляет. Так-то да. 38 зрителей. А мы растем. Зрители, вы где? Мне нравится внешне этот перс. Мне тоже. Особенно, когда он глаза чуть-чуть открывает. А мне он засекреченно нравится. Опять сейчас будет это самое наше легендарное... как там было? Текст удален или как там было по-другому? Не засекречено, а как-то по-другому там было. Данные удалены. Да, во, точно, данные удалены. Мне он за данные удалены нравится. Да, мне тоже на самом деле. Хнык-хнык. По тонкому ходите, уважаемый мистер. По тонкому. Ого, тут есть леди. Но это не леди. Там же говорилось, что это он. Правильно ведь? Это он, если что. Ага. Растем. Персонаж данные удалены. Лифт. Закрытый уровень. Ясно, понятно. О, приятно. И это тоже приятно. О, сколько приятностей.
Как Женьши, монолог фармацевта. Угу. Эта игра тоже мне прям очень сильно вайбами вот этого фармацевта идет. Прям очень напоминает. А как туда попасть? Как-то сверху, что ли? Новый летун. Мерзкий летун, который еще плюется. О, собака откуда-то взялась. Ты откуда вылезла вообще? Ну, спасибо. Вот откуда эта собака вообще появилась? Действительно. Угу. Туда его. Сразу 3. Ну, один провалился, нормально. Давайте-ка красиво сделаем. Пяу. Во. Протестировали. Да откуда вы беретесь? Пяу. Я не смотрел, но посмотрю как-нибудь. Посмотри, если вот на Insult тебе понравился, а он тебе понравился, то и этот тебе понравится. И тем более, если ты любишь детективы. Тут не пройти. Эх, ты не пройдешь. Ты здание пропустил? Какое здание? А, там войти можно было? Да, я хотел сначала направо сходить. Но... Думал, тут тупик, но походу там еще далеко можно пройти. Ладно, тогда. Опять это собака. Тогда сначала зайду, окей. Лук, лук, лук. Так. А этих я могу теперь? Раньше же я их не мог. А, отмена. Понятно. Охрана отмена. Там никак пока. Зоопарк. В мире животных. На одну глисту вообще броню повесили. Да. Глиста в шлеме. Это где такое видано? Это детектив? Да? Это детектив. А ты чего ожидал? По названию
Можно было представить, что это вообще что-то другое, но это было неожиданно, но это детектив. И очень хороший. Крови еще очень много. Так, тогда я сначала подхилюсь. Этот сундук потом мне можно будет получить, правильно ведь? Сейчас не могу никак. Я уточню. Я ничего не ожидал, вообще ничего не знаю про него. Вот так вот, да? Идите все сюда. Ты кто? Это что за ниндзя? Еще один ниндзя. Ничего из воды вылезли. Шиноби. Я лучше мимо пройду. Бом. Это такой местный фуникулер. Интересно. Та-та-та-та-та-та. Я уже расслабился. Руку от геймпада даже убрал, а тут сюрприз. Вылез из ниоткуда. Еще летит сюрприз. Спокойно доплыть не дадут. Шиноби! Листы не дадут расслабиться. Ишь, какие. Стена на озере Яучи. Надписи на древней стене. К западу от Яучи возвышается над ним восходная башня. Это древняя святыня Пенлая, озеро Яучи на острове Кунь-Лунь. Когда-то служило местом проведения жертвоприношений. Когда Солом называли только яркую звезду, люди считали первозданные корни матерью, а Сола отцом. Говаривали, что молитвы в круглом строении могли достичь небес. Этими ночами незнакомцы со всего древнего Кунь-Луня собирались в башне, пели и танцевали, восхваляя таким образом Сола и передавая свое поклонение ему своим потомкам. Буль-буль-буль. Да, он потом. Нет, софтлок намеренный. Ясно. Тут ассасины живут. В деревне скрытого глиста. Какой кошмар. Алло. Как поживаешь, дорогой братик? День ли, ночь сейчас там, где ты? А как выглядит небо над твоей головой?
Мы в каких-то канализациях. Я никогда не покидала Ся, поэтому всегда завидовала твоим рассказам обо всех тех далеких местах. В детстве у меня почти не было друзей моего возраста. Трава, деревья, небо и звезды составляли мне компанию, когда тебе не было рядом. Помнишь, как я впервые рассказала тебе, что слышу пение корней? Ты подумал, что у меня начались галлюцинации от одиночества? Это что, звезда смерти? Хэн, ты почему еще не спишь? Снова разговариваешь с корнями? Как догадался, сегодня чудесная погодка, все корневые ветви так и поют. Я устал повторять, что первозданные корни неразумны. Скорее всего, ты слышишь обычные статические помехи от их энергии. Хихи? Ты просто еще с ними не знаком. Они могут быть довольно оживленными. Сегодня на занятиях мы изучали небесные тела. Знал, что звезды на небе светят нам из предалекого прошлого? Звезда ярко светится, когда сгорает. Этот цвет путешествует через тысячи, а может и миллионы световых лет, чтобы достичь нас. Я слышал, как одноклассник сказал, что звезды могут сиять нам очень ярко, однако на самом деле быть давно угасшими. А этот цвет — далекое проявление их последних мгновений, эхо прошлого. Учитель говорит, что этим и питаются корни. Они поглощают остатки звезд, превращая их в молоко, чтобы кормить нас и обеспечивать энергией. Но чего учитель не ведает, то все души и мечты также становятся кормом для первозданных корней. Они поют, когда насыщаются. Каждую ночь, засыпая, я слышу их глубокую мелодию. Они поют о самых разных событиях на просторах бесконечной вселенной. Таким образом, корни увековечивают воспоминания вселенной. Так они взращивают новые истории, пока другие уходят в небытие. Навеки вечные. Я бы не описал процесс преобразования энергии так вычурно и сентиментально. У тебя весьма развитая фантазия. Но разве это не захватывающее? Все корневые ветви хранят истории из прошлого, даже души из... Ладно, я понял. Звучит как увлекательная поэма, которую стоит написать. Но тебе следует пока сосредоточиться на уроках, ладно? Энергию первозданных корней можно объяснить с помощью научных принципов. Я позволю тебе стать моей помощницей и сможешь все изучить. И что ты всерьез думаешь, что внутри корней живут души? Одна лишь такая мысль пугает. Да нет. Забудь, посмотри, падающая звезда. Ты не одобрял, ты всегда верил, что миром правят не чувства, а наука и разум. Поэтому я поклялась больше никогда не говорить с корнями. Но их голоса не исчезали. Я пряталась под одеяло и тихоря им отвечала. Наши призывы и ответы образовывали собственную мелодию, цвет и аромат, которые менялись по мере ее течения. Даже сейчас среди этих мертвых и пустынных улиц корни поют свою песню. Поэтому, пожалуйста, не волнуйся за меня, дорогой братик. Я не одинока, ведь со мной корни, чтобы рассказать твою историю. Флэшбэки закончились. Я тоже про звезду смерти подумал. Сразу понял, что с этими данные удалены, но вы поняли. Все сразу стало понятно. Угу, данные удалены. Согласен. Угу. Вот и поговорили. В этот момент подумал, что дальше эта линия будет в хоррор уходить. Было бы интересно. Даже так. Из-за говорящих корней.
У тебя случайно повторок с Хей нет? У меня? Хей это вот, которая только что говорила? Есть одна повторка. У меня есть повторок как раз только вот это две Хей и 3 вот это вот. Не знаю, кто это. Нам еще этот персонаж пока не встречался. Какой-то кальмар красный или что это, не знаю. Вот 3 повторки с ним. И все остальное без повторок. Хэн. Хей, Хэн. Хей, Хэн, блин. Форма 2 Хэн, у меня их не было. Ничего не скажу. Пока что насчет хоррора. Ничего не говори. Ничего не говори. О, готов своим чем угодно пожертвовать, мне нужно Хэн. Прям чем угодно? У тебя же тоже там много чего не было. Что тебе прям именно она надо? Или ты уже собрал все остальное, кроме Хэн? Я так-то все еще жду твоего пухляша, потому что если он там 15 дней будет висеть, значит и Хэн будет 15 дней походу висеть. Нет, просто хочу карточку с ней и все. Понятно. Тогда можно будет организовать попозже. А пока идем дальше. Так, еще одно круглое здание. Так, сундук. О. Элементарно. Нефрит жнеца позволяет вернуть все поглощенные вашим убийцей дзынь и опыт простым взрывом талисмана. А, ну такое мы знаем, да. А он тоже одноразовый? Или он многоразовый? Если он многоразовый, то это имба. А если одноразовый, ну то просто прикольно. Я полную коллекцию и не собираюсь собирать. То есть тебе вообще никто не надо? Мне это много кто надо. Я ни на что не намекаю. Головоломка под названием «На рандом». Да. Каждого нефрита своя обилка. Да, это понятно. Я имею в виду, что в Hollow Knight был тоже такой же талисман, по-моему, или что-то типа такого. Или я с Dark Souls путаю. Там в Dark Souls, да, наверное, было кольцо, которое тоже такую обилку имело, но оно было одноразовое. То есть, если ты вернул души свои, если тебя убили, ты их потерял, но потом ты их вернул благодаря вот этому кольцу, то оно потом ломалось и все. Было одноразовым. Тут, наверное, тоже было бы логично. Так, собака. Ну, еще одна, конечно. О, это какой-то крутой синобий.
Оу, кто там? Ну я же нажал, ё-моё. Вот так вот. Просто 60 денег. Я думал, что-то более крутое будет. Я отходил, что вы получили там? Где? Где сундук был? Так. Так как руины из крушителей подземелий. Не знаю такого. По идее, оно многоразовое. В здании мы нашли нефрит. Вот этот вот, который позволяет вернуть поглощенные убийцей дзыни. И я спрашивал, эта штука многоразовая или одноразовая? Если многоразовая, то это очень крутая штучка. Потому что я помню, в Dark Souls была точно такая же, и она там была одноразовая. А, это имба. То есть многоразовая. Если многоразовая, то да, это имба. Простым взрывом талисмана можно возвращать. И не бояться потерять все свои деньги. Да? Ну тогда круто. Круто. Ну блин, в целом одну еще точно могу отдать. Остальные прикольные. Прикольные. Ну ладно. Потом вернемся к этому разговору еще обязательно. Вообще никогда не использовал. Так, а мы тут найдем... А, мы вообще уже в другую локацию перешли. Сюрприз. Только хотел сказать, а мы тут вообще чип найдем, а мы вообще уже в другую перешли. Теперь уже тут вообще другой чип надо. Чип потом. Все потом. Древний пещерный рисунок. Поэма о происхождении Фусана. Фусан — копье солов. В своем горе и страдании он не сход... Страданий... Да что со мной началось? Со страданий он не сходит, даруя нам жизненную силу. Первозданные корни, также известны как Фусан, древнейшие из растений, из растений на нашей родной планете Пенлай. А, это прям планета Пенлай. О, господи, китайские названия. Но питается светом и простирается через все острова и континенты. До исторических времен солярийцы были неразрывно связаны с корнями. Они предоставляли убежище для сна и плоды для согрева. На Пенлае цивилизации возникали там, куда прорастало дерево.
Типа просто взрыв талисмана? Не обязательно именно врага с деньгами. А чип в этой через очень много потом. Кошмар. Нужно того, кто убил тебя. Хм. А я там пропустил где-то проход вот сюда вниз, что ли? Или мне так и надо было сюда направо идти? Потом мы там еще, наверное, что-то пропустили, а я уже сразу сюда. Все нормально. Ну, надеюсь. 哎呦，คนโจลิมอี Гоуман. Ага, глядите-ка, кто решил явиться после стольких лет. Неужто твой поразительный интеллект привел тебя в эту ловушку? Весьма поучительно. Я чул ее издалека. Прямо вижу, как всегда. Впрочем, надо отдать тебе должное. Требуется немало мужества, чтобы в одиночку ворваться на мою территорию. А ведь ты только что вернулся с того света, не так ли? Я думал, что, получив второй шанс на жизнь, кто угодно найдет занятие разумнее, чем вторгаться на мои пашни. Я не собираюсь умирать на этих бесплодных землях. Бесплодных, говоришь? Тогда удобрим их свежими органическими останками. Мы фермеры по природе своей экономные. Ничто не пропадает зря. Даже тощая мышь. Поднимайтесь, мои звери, вас ждет работа. Уже страшно. Мама, тут темно, так страшно. Ты чё за зомби? Солдаты дзяньщи. Эта технология была запрещена века назад. Ты дошла до того, что модифицировала обезьяна людей? Разве плохо извлекать из всего максимум пользы? Возможно, служить мне после смерти — это особая привилегия, которую я дарую. Проснувшись, я прочитала системный отчет. Ты, похоже, устроил беспорядок на скотном дворе. Я присутствовала при захвате обезьян-людей на бледно-голубой планете. Это послушные существа и довольно милые, если их приручить. Но будь то домашние питомцы или скот, в итоге они лишь инструменты. Неужто ты стал считать себя одним из этих зверей, раз пожил с ними в загоне? Хватит, ты здесь, чтобы читать мне нотации или убить меня? О, точно, спасибо за напоминание. Отправлю-ка я тебя в долгий путь. Мне еще нужно осмотреть поля сегодня. Сбросьте его в глубины ада, мои звери, и после я нагружу вас рисом. Нет, подождите, это не то. Вы что творите? Я не то имела в виду, когда говорила «сбросьте». Черт, это полный провал, вы идиоты. Перфект, женщина. Гоуман. Одна из 10 солов в совете. Главный агроном нового Кунь-Луни. Женщина. Сейчас проход найдешь вниз. Самая красивая NPC.
Красивая в НС. Хэн больше нравится. Я один в игру играл, а не топ женщин делал. Тирлист женщин. Это сообщение тоже мне в это самое на проверку пришло. YouTube не любит тирлист женщин. П-ранг. YouTube не любит женщин, да, и это сообщение он тоже мне проверку прислал. Я не могу с этого YouTube. Так, что-то тут не то. Опять обучение. Походу. Придать форму клинка? Интересно. В теории просто. А на практике? О, теперь мы сможем эти стены разрушать. Но воплощение требует мастерства. Удерживайте квадрат. О, как. Ну, конечно. Я же нажал. Ну, я же опять нажал. И броне на это пофиг. То есть наоборот. Этому удару на броню пофиг. Удерживайте квадрат, а это понятно, понятно. Ага. Полезная штука. Вот оно, мое тело и клинок, связаны вместе энергией ЦИ. Кто здесь? Тут кто-то есть? Или у меня воображение разыгралось? Разгулялось? Теперь стены и щиты можешь ломать. Круто. 51 зритель. Держу в курсе. Ждем, когда будет новый рекорд в 200. Потихоньку, такими темпами. Даже не на Ведьмаке. Я думал, это только на Ведьмаке такая аномалия. Но теперь это уже везде, походу, будет. Теперь назад возвращаться и все места открывать. Ура! Сюжет опять откладывается. Супер! Вот и финальное испытание. Сможет ли меч пробить защитный барьер? Конечно, сможет. А, этот меч отныне везде сущ. Ну, что ты так быстро скипнул? Ну, хорошо, что разработчики сделали удобное перемещение, а нет, не сделали. Заряженный выпад. Оно после какого дается? После проигрыша от большого красного? Местный большой? Ай.
О, опять он. Мы встретились вновь, сударь И. Ты как здесь очутился? Преследуешь меня? Ни в коем случае, это непременно судьба. С тех пор, как я пробудился, эти земли стали мне домом. Я скитаюсь по просторам Кунь-Луня, не оседая на месте. Сейчас мы в одном из многих моих укрытий. Я определенно не ожидал встретить тут вас. Тебе не нужны укрытия. Здешним стражам ты не по зубам. Ученый попусту мечом не размахивает. При малейшем намеке на проблемы я предпочитаю тихонько ретироваться. Насилия и нужды нет. Оружие, избегающее насилия и декламирующее стихи, это что-то новенькое. Ох-хо-хо, сударь, вы мне льстите. Но именно поэтому я не могу собрать дзынь с механических трупов, как это делаете вы. Словом, не интересно ли вам поторговать вновь? Пожалуйста, ознакомьтесь с моими товарами. Огласите весь список, может что-то новое у тебя есть? По-моему, нет. По-моему, все то же самое. Ладно, всем пока. Было приятно посидеть, пообщаться. Я пошел. Всем удачи, успехов, счастья, радости и так далее. И тебе всего того же. Спасибо, что побыл с нами. Заходите еще. Так, что мне из этого в первую очередь надо? Или не надо? Не хватает только на 3 предмета. Либо на нефрит вот этот, либо на что-то из этого. Это все яд какой-то. Восстанавливает немного здоровья после успешного выполнения теневого удара. Или копить, деньги не тратить. Яды все по функции как одно и то же. Если что-то привлекло ваше внимание, я назову свою цену. Я готов расстаться с этим сокровищем за пригоршню дзынь. Не стесняйтесь, рассматривайте. Ну не прям уж пригоршню, ты не обманывай меня. Так, а тут я не смогу пройти, тут надо какой-то особый рывок. Жабы всякие. Оу. Бэу. Ого. Вижу сундук. Блин, сейчас умру. О! Еще один этот самый.
Отчет о желтой воде, записи проверки желтой воды, мониторинг качества желтой воды, скорость потока норма, концентрация не обнаружена. Желтая вода — концентрированная формула для орошения на новом Кунь-Луне. Она состоит из экскрементов дракозмеев, химикатов и остатков биологических отходов из центра разведения. А вот почему она такая опасная. Ее высокая концентрация может нанести вред солярийцам, поэтому в случае контакта с телом требует немедленно и тщательного локального удаления. Шанхай 9000. Вау, соляриец. Наслаждайтесь возвышенной вечностью среди неувядающих предгорий. Новый Кунь-Лунь, второй дом ваших грез. Как сегодня поживаете? Не так, чтобы мне хотелось болтать, я просто следую директивам. Дай-ка мне отчет об этой области. Что? Вы кем себя возомнили? Я не раздаю отчеты кому не попадя. Я делаю это лишь из жалости к вам. Культуры в теплице готовы к сбору. В этом сезоне состоится уже 921-я жатва. Она запланирована на сегодня. К сожалению, в связи с неожиданными структурными сбоями в большинстве операций наблюдаются задержки. Также наблюдается аномальный уровень желтой воды. Поврежденные части турбопровода ставят под угрозу целостность системы. Популяция симбиотических дракозмей существенно превысила оптимальные рамки. Требуется немедленное вмешательство, чтобы привести в порядок экологический баланс области. Персонал стражей сумерек уже отправлен на ремонтные работы. Ожидаемое время завершения неизвестно. Вот, я все выложила. Довольны? Похоже, это место переживает полный крах. Нет, не переживает. Нужно просто немного времени, чтобы все наладить. Замедление. Земледелие — сложная штука, да. Послушайте, каждый модуль здесь был тщательно продуман госпожой Гоуман. Как и сама госпожа Гоуман, каждое растение здесь преисполнено самоотверженности. Эти системы пермакультуры были рассчитаны на миллиарды лет. Не стоит переживать об их состоянии. Как мне отключить желтую воду? Что? Не дурите, желтая вода невероятно концентрированная. У вас возникнут проблемы, если будете работать с ней без разрешений. Эта насыщенная смесь удобрений токсична. Нельзя просто нырнуть и отключить ее подачу. Надо закрыть шлюзы вручную. Пульт управления находится на верхнем этаже, рядом с драконьим фонтаном. Ты видела, куда удрала Гоуман? Зачем мне это? Думаете, я поставлю метку лишь потому, что вы попросили? Госпожа Гоуман расположилась в огромном зале справа от зоны синтеза воды и кислорода. Зачем вы вообще туда идете? Она обычно спит и не любит развлекать гостей. Высокомерная, как всегда. Высокомерная? Я не позволю вам так оскорблять госпожу Гоуман. Госпожа самая прагматичная и великодушная среди ученых. Новый Кунь-Лунь не знает нужды в еде лишь благодаря разумному методу госпожи Гоуман. Разумному чему? Сама, будучи фермеркой, госпожа тщательно следит за своими культурами, почти не допуская ошибок. Ой, случайно что-то там скипнул. С его помощью контролирует все аспекты земледелия, влажность, плодородность почвы и другие автоматические системы. Ой, как много букв, как много текста. Иными словами, она повернута на контроль. Да, она явно такая. Поболтайте, что хотите. Болтайте, что хотите, но именно благодаря госпоже все сыты, несмотря на дефицит ресурсов. Вам стоит знать, что госпожа Гоуман родилась в бедности, и она неустанно работала и училась, чтобы стать исключительным биологом. Это все? А я тут была готова отвечать на вопросы и все такое. Вы ужасны. Все, я вас игнорирую. Забавный Шанхай. Дай мне чип. И куда это вы руками-то полезли? Ну и наглость. Если хотите получить данные, просто дайте мне 400 дзынь. Не нужно меня ломать.
Конечно, я не хочу дальше с вами болтать, я просто не желаю отключаться. Правда, готов заплатить? Ну, не ожидайте, что я в благодарностях расплывусь. Чип аграрной зоны. Чип памяти, в котором содержатся данные карты аграрной зоны. Его дальнейший анализ может... Основные блоки аграрной зоны, теплицы и камера синтеза воды и кислорода. Они снабжают новый Кунь-Лунь столь необходимыми для жизни едой и водой. Ух, я аж устал. Столько трындеть. Берем шарик. Вкусный шарик. А если бы я взял шарик, у меня бы хватило денег? Не знаю, наверное, не хватило. Сколько он там стоил? Бери яды, они тебе потом помогут. Вообще, я думал, что тут яды, как в Dark Souls, будут систему иметь смолы. Возле лифта что-то было, когда ты упал. Ничего, мне возвращаться в самое начало? У меня хп нет, хилок нет. Где тут ближайший костер? Желтая вода, так называемая. Тут даже шутить не нужно. Нет, не нужно, не нужно. Это был первый Шаньхай, которого я встретил и ликвидировал. Ого. Кайфу приятнее будет. На то он и кайфу. Говорит любитель новелл. Платим ради достижения? Все окей. 51 монеты не хватило бы. Вот хорошо, что не купили, значит, наверное. Наверное. Ну, не знаю, если в игре можно сделать что-то хорошее, то я это делаю. Так что это достижение было закономерностью у меня. Где ближайший костюм? Ты скоро умрешь, полагаю. Да, и это сообщение мне пришло в проверку опять. Больше ничего не скажешь? Это ты? То есть снова вы? Хватит ко мне приставать. Я вовсе не надеялась, что вы вернетесь, не подумайте. Прощай. Забавный. Забавная, наверное. Неизвестное зернышко. Целерийский артефакт, его можно отдать Шуань-Шуаню. О, еще можно. Это зернышко было найдено в теплице из-за генетических модификаций. Сложно предугадать, что же из него вырастет. А я не удивлен. Ну тут логично, ну тут да. Так, вот костер. Все. Нет, я не умру. Не сейчас, по крайней мере. Так, вы говорите, я там что-то пропустил вначале.
Чё и где? Прямо тут? Ты говорил, Игорь, или где? Или чё? Вот тут чуть левее посмотри. Нимф. А, нимф. Ага, вижу. Чуть левее. А тут понятно. Вот про такие подсказочки вот это большая благодарность. Вот это я бы не заметил ни за что. Что тут надо нимфой залететь. Сундук-то я видел, а вот как сюда добраться, я бы сам не понял. Компонент. Так, давайте сейчас смотаемся в павильон, чтобы этот самый чип отдать. И Шуаншуаню там тоже много чего надо отдать. И может что-то купить. Партитура. Можешь прочитать эту партитуру? Партитуру? Что это такое? Такой способ записи музыки. Видишь, если мы сможем сыграть эти ноты, то услышим мелодию из древних времен. О, так вот что это за странные слова. Старейшины деревни учили нас петь. Если бы мы знали об этом мелодии, было бы намного легче учиться. Ты тоже не можешь это прочитать, да? А я надеялся услышать, как ты сыграешь эту мелодию. Возможно, я смогу что-то уловить из этих нот, учитывая личность владельца этой партитуры. А, мы можем попросить Абака помочь. Мой господин, эта партитура не совпадает ни с чем в моей базе данных. Однако мы знаем, что она записана нотным письмом древнего Кунь-Луня. Дайте мне немного времени, и я переведу ее на современную нотацию. Тогда удели немного больше времени, чтобы научить Шуаншуаня читать ноты. Да, мой господин. Отлично! Тут есть солярийская флейта, которую я привез из дома, а Баг знает, где она. Позиции пальцев могут слегка отличаться, так что сначала тебе придется привыкнуть к ним. Из дома? Но ты ведь не играешь на флейте. Это не важно. Все, мне пора идти. Играешь что-нибудь для меня, когда освоишь ее? Ага. Эх, тот сундук все еще мозолит мне глаза. И когда зернышко это получил, моментально понял, что к чему. Неизвестное зернышко. А вот он не понял. Зернышко? Ну, пока, да. Ну-ка, что ты скажешь? Вау, это у тебя семечко в лапах? Оно для меня? Я собирался... Но теперь, когда принес его сюда, уже не уверен. Почему? Обещаю, на этот раз оно выживет. Правда? Овощи на твоем заднем дворе никогда не жили долго. Подловил. Не понимаю. Не понимаю, времена года всегда меняются так быстро. Прежде чем я успеваю это осознать, мои урожаи успевают засохнуть. Честно говоря, мертвые растения меня не пугают. Я просто вспомнил, что подобрал это семечко в теплице. Давай посадим его. Здесь так много места, почему бы не озеленить его немного? Думаю, в дворце
Во дворе для него идеальное место. Не спеши с такими решениями. Это сейчас вырастет дерево, и мы сможем попасть к этому сундуку. Это семечко размером с твою ладонь. Держу пари, из него вырастут большие фрукты. Я не уверен, это семя создала Гоуман и наверняка не пожелала усилий для его модификации. Но всегда все доводит до крайности. Однажды, чтобы ускорить процесс эксперимента, она вывела Скорпиона, который рос в 3 раза быстрее. И этот маленький монстр в конце концов выбрался из своего инкубатора и слопал других подопытных. Вот почему я и представить боюсь, что из этого вырастет. На этот раз я буду регулярно поливать его, чтобы оно выросло большим и здоровым. Ах, ты вообще слушал? Хорошо, но если хоть что-то пойдет не так, ты должен тут же попросить Абака связаться со мной, понял? Понял? Если из него вылезут скорпионы, я приготовлю их к твоему возвращению. 3 точки. И как долго оно будет расти? Я использовал топовую тактику выйти из павильона, зайти в павильон, чтобы событие обновилось. А что, так можно? Гениально. Ты всего лишь робот-помощник. Как ты сумел расшифровать эту информацию? Шаньхай 9000 не спрашивает, где вы украли чипы. Справедливо, мы сообщники. Тогда давай мне данные. Система карты. А что мне по деньгам? 600. Так, а ты ничего не скажешь? А вот это трансмутация, это как? Это где надо использовать? Это что-то одно из этого надо купить всего лишь или не надо? Или можно сразу 2? Где их активировать? Можно просто отдыхать у корней. Это пассивный эффект. То есть можно смело покупать. 1 максимум. Окей. Больше цзинь. Или восстанавливайте здоровье. Или вот это может купить. Сейчас посмотрим. В инвентаре отдельный слот. Вот этот, что ли? Да, закрыт. Угу. Так, ну тут нефриты. Еще картридж. 4000. Блин, нет, все. Я передумал. Копим на картридж. А сколько мне вообще в целом? Так, блин. Переработать 400. 400. $2600. 3200. Угу. Пока не хватает, значит еще чуть-чуть копим. И будет у нас 5-я хилка. Или шарик. Да, тот. Да, закрыт. Так, ну сейчас мы откроем сундук. Посмотрим, что там будет. Оно не выросло.
А если выйти и зайти? Или оно прям долго растет? Недолго, я точно так делал. Ну, этот спит. Ну, не растет она пока что. Потом сюда, значит, вернемся. Ой, опять эта мерзкая локация. О, тут секретный босс еще пропущен. 2 мешочка и 1 лупа. Угу. Ну, потопали исследовать. Так, у тебя еще раз что там продается? Нефриты и яды. Мы копим на картридж. А сколько тут максимум картриджей? Ну, спасибо. 8 вроде. Ого. Ого. Где мои деньги? Они в нем, что ли? Слишком много всего потратил на него. Там были, там все. Ну за 5К точно еще будет. Что потом опять копить на это самое.
Нормально. Чуть не убил. Это что за жижа? Ай. А, это жижа рождает этих тварей летающих. Ну кыш. Это ты серьезно? Мутировавшие культуры. Великохозяйственный отсчет. Многие культуры в теплице переросли, что указывает на сбой в системе хранения. Первое поколение зернохранилищ Кунь-Луня было разработано еще Лао Цзы и гильдией Фаньши, но продемонстрировало устойчивое развитие, используя небольшое количество корневой энергии, что поразило все 9 царств. После исчезновения Лао Цзы обработанные земли Кунь-Луня оставались неразделенными. После Сол Гоуман улучшила систему амбаров, вернув ей былое величие и обеспечив питание для спящих солярийцев. У меня прям хпшки на полудара. И на один удар на полудара. О, шорткат. То, что надо. Еще бы мне к костру быстренько смотаться. Туда-обратно. А, я понял все. Минус смерть. Вот тут не знаю, но я всегда произносил Гоуман. Эй, что такое? Кто так сделал, когда играл? Ну не так. Максимальное количество ци. Бэмс. Так, у нас уже 1300. Погодите.
Или это не имеет смысла тут опять их уничтожать? Так, значит, тут все, там все. Сейчас, походу, будет босс. Прям тут как-то тихо и много места. И... заряженный удар. Ладно, здравствуйте. Небесный дух. Ты куда меня кидаешь, блин? Пихивает в воду. Мерзотник. Мерзавец. Даже не успел ничего сделать. Не попал. Кто эту арену вообще делал? Блин, да ты быстрый, резкий, дерзкий. Не успел. Больно. Еще эти бомбочки. Да я ж нажал опять прыжок. Блин. Эти удары красные. Успел. Вот постоянно на этот удар попадаюсь. Ничего, 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 ничего. Угу. Постоянно. Постоянно. Пиу.
Нормально было. Вот если бы не этот удар, все было бы куда более хорошо. Ой, и не спарируешь, и, блин, ничего никак. Не успел, ну, как так. Красиво! На тютельке хп и с лука прям красиво получилось. Нефрит алчности. Увеличивает количество получаемых за уничтожение врагов дзынь. Ага, там у нас был амулет такой, а теперь еще нефрит такой же. Более прибыльные бои. Нормально. Все, теперь у нас тут все. 1 из 1, 4 из 4, 2 из 2, все. Теперь куда? Вниз. Два он стоит. Не, я пока так оставлю. Вот я тоже на красный удар часто попадал. Кто-то здесь игра звук ломает, или мне кажется. Опять звукаря будем ругать. Красный удар только и умирал. Вроде рывком, просто тайминг. Ну, вроде только так. Все в локации нашли, да? 4 из 4, 2 из 2, все вроде. Можно туда вниз спускаться, да? Зона синтеза воды и кислорода. Опять какая-то немаленькая локация, походу. Да, пока зарядится этот удар. Ай-яй-яй.
Ну, спасибо, что ты наверх залез, конечно. Немножко не в тему. Ну так, шуганем Зукаря. Тревог не понял, почему не пофиксили разработчики его. А что с ним? Подлагивает стрим. Ну, у меня не было этих моментов подлагиваний. Привет, Вервер. Опа. Вот это то, что надо. Так, сейчас я отойду. Вервер пришел, теперь я отойду. Кто-то приходит, кто-то уходит, как всегда.
Все, я тут. О, Nine Souls пришел. Да. Второй стрим уже. Такого онлайна со Silksong не было, как я вижу. А это у тебя не было на вчерашнем стриме по Ведьмаку. Там у нас было рекордное количество ботов. Если иметь в виду весь онлайн. А не именно живых людей в чате. Да, мы чукатабри. Nine cells. Никаких чукатабр нету. Девять душ. Я тоже сначала путал Nine Souls. Типа Nine Souls, как Dark Souls. Но это не то. Это у нас соулы тут, как эти в игре 9 соулов. 9 солов. Поэтому не 9 душ, а 9 солов. Наверное, правильно переводить. Я тоже путал. Вот не я один. Опять. Сколько уже таких моментов было, где меня с Азелем подобные штуки совпадали. Так, это опять куда-то поплыть. Можно там наверх сначала. Ты как однажды смешал Dying Light и еще что-то? Last of Light? Dying Last of Light? Ой. О, моя прелесть. Ну и зачем я открыл эту дверь, чтобы ко мне эти гости приперлись? О, травяной катализатор, имба. Идите в баню. Я вас не звал. Наверху ничего нет. На что я коплю, кстати? Тут все по 2 навыка также. Полный контроль. Удерживайте и отпустите R1. Наверное, сюда. Хотя... Получать 2 заряда ЦИ. Потом усиление ЦИ. И тут усиление ЦИ. Не знаю, посмотрим. Давление там, правда, удивлять будет.
Я пропустил первый стрим по Nine Souls. Какая была реакция на катсцены? Делал логовые окна. Мне все понравилось. Я в полном восторге. От и до. Интересный метод, конечно. Переплыть эту реку. Сейчас опять из воды всякая хрень будет вылазить. Или мы нормально доплывем? Ну, кто б сомневался. Пяу. Вот это обидно. Так, еще у нас куча денег. Надо будет... Ой, не то, блин. Что я сделал? Ай, ладно. Надо будет не забыть про эти деньги. Что я вообще фигню какой-то сделал? Ладно, плывем дальше. Надо будет скачать Nine Souls. Надо будет. До свидания. Не обязательно с ним драться, как я понял. Привет, Леха. Откуда на 49 зрителей? Со вчера. Ой, господин, что-то здесь не так. Судя по данным, полученным от мистической нимфы, журналы техобслуживания этих зон уже давно не обновлялись. Степени и последствия возможных повреждений неизвестны, но... Почему я слышу твой голос, И? Ты внутри этого зеленого шара? Три точки. Какое нахальство. Тебе не следует так разговаривать с господином И. Стой, не трогай этот провод. Зеленый шар мне сказал, что ты пошел на ферму. Что это за госпожа птичка? Подруга твоя? Нет, мы с ней просто ученики одной наставницы. Подруга явно неподходящее слово. Если вы учились вместе, почему же не подружились? А, я понял. Наверное, ваша наставница выбрала любимчиков. Вовсе нет. И кто из вас талантливее, ты или она? Трудно сказать, но вскоре узнаем наверняка. О, вы будете соревноваться. А какое наказание за проигрыш? Хватит, господин И очень занятой. Нам не следует его задерживать. Простите, мой господин, Шуань-Шуань болтается здесь и не хочет уходить.
Однако, поскольку он уважаемый гость, я с ним беседую. Убедись, что он остается на территории павильона. Я за ним присматриваю. Если будут новости, я непременно с вами свяжусь, мой господин. Гуман чрезвычайно находчиво. Пожалуйста, будьте осторожны. Эй, если сейчас босс будет, то я еще не готов. Я хотел сначала деньги потратить. Так, что-то много я чего пропустил. А то играть потом перестал. Хочется назад скачать. Давай, давай. Еще Дельтарон по второму кругу надо пройти. По второму кругу. Странный путь. А, тот самый. Как у вас дела? У меня все супер. У тебя как? Играем, живем, радуемся, балдеем. Привет. Нейт. Правильно? Балдеем это точно. В желтых водах, как бы это ни звучало. Ничего не понял, что в чате происходит какое-то время. Боты резко не ботами стали. Ну, разве что совсем чуть-чуть, наверное. Ничего не понимаю, что тут происходит, что у вас там за диалоги какие-то свои. Форма вместе со мной начал мозг плавиться. Ну, типа того. Дино Дэнс. А Игорю... Все Дино Дэнс, Дино Дэнс. Дино Дэнс и Дино Дэнсит. Так что там? Я могу спокойно пока что ехать дальше или... Или я, хотя все равно назад уже не смогу вернуться. Я хотел деньги потратить. Не хочу идти на босса с кучей денег, потом опять профукаю. 1700, между прочим, это вам не хухры-мухры. Назад никак. Блин. Там дальше узел. О, действительно. О, вот это очень кстати. Очень кстати, прям мега кстати. Так, срочно в павильон. Чё, опять обучение? Нет. Нормально. Так. Так.
Нет, сначала к этому улучшить трубку. Там тоже деньги надо. 800. Бэмс. Четыре тысячи. Мы в этом уже потратились. Ладно. Хотя давайте, чтобы прям вообще ничего не потратить. Не потерять, то есть случайно давайте вот тут так. И за 1000 куплю там у этого пухляша что-то для стрел. Вер-вер, не хотите ли успокоиться со своим товарищем? Это что-то вы какую-то анархию начали творить в чате. Непонятно. Не, просто мне танцующий динозавр нравится. Понятно. Каждый раз в конце стрима делаю нашествие динозавров. Есть такое, есть. Требуется темная сталь. О как. Тогда емкость. Все, идем назад. Стоп, 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 стоп. Еще хотел кое-что проверить. Эта фигня уже выросла или еще нет? Нет. Забаню сейчас всех. Ладно, не могу. Зато я могу. И что-то у меня появляется небольшое желание это сделать. Так. Там мы многое пропустили, но это там надо было налево идти. Еще сходим, ладно. Пошли. 4 хилки. Все усилил, все закупил. Все улучшил. Денег у нас нет, так что можно не бояться, что я что-то профукаю. Ой. Чего так долго-то? Наслаждался ароматом роз? Я думал, что ты из тех, кто не любит терять время. Ну да ладно, я знала, что этот день наступит.
Другие могли и не заметить, но когда я впервые увидела тебя, я поняла, кем ты станешь. Идеологический банкрот. Импульсивный и самодовольный. Было лишь вопросом времени, когда ты пойдешь против нашего благородного дела. А искажение истины было частью этого дела? Разве это оправдывает манипулирование и обман всего мира? И... Видишь ли, в этом и заключается разница между тобой и мной. Знал ли ты, что фермеры в горах Тяньшань потратили тысячи лет на домашнивание и генетическую модификацию этих вкусных глаз лотос? Какой кошмар. Давление эволюции довело дикие глаза лотоса до грани вымирания, но мы спасли их. Иными словами, целый вид был спасен благодаря нашему вмешательству. Иными словами, целый вид был спасен благодаря нашему вмешательству. Что ты хочешь этим сказать? 能求标明 Ты не понимаешь, глаза лотоса обезьяно-люди, даже наши собратья-солерийцы. Все они нуждаются в теплицах и инкубаторах. Немного пожертвовать свободой и покорно следовать за вышестоящими — это путь к идеальному обществу. Чем плоха небольшая ложь? Правда в том, что слабые боятся истины и не могут сами принимать решений. Привет, Иван Петров. Добро пожаловать, ты прям вовремя, как я понимаю. Сейчас что-то будет. Ну что дает тебе право принимать решения за них, или ты просто подчиняешь других ради собственного удовольствия? Сила, которую дарует мне Божья власть, и вот что. Божья власть... Божья власть? Короче. Те, кто способен создают порядок, это мой долг как соло. Если бы все пошло по плану, моему плану. Ты не утомилась? Успокойся уже. 本色 Молчать. Ты все испортил, ты разрушил мои безупречные планы. Если бы тогда Эйгун выбрала меня, мы бы не оказались в такой ситуации. Вервер даже не понял, что происходит, но ладно. Мне не тяжело. Я могу и в третий раз. Что-то он сегодня разошелся, я смотрю. Не на шутку. Да, тройная уже, Азель, тройная. Ай, забудь, все это пустая болтовня. Знаешь, я даже благодарна тебе за этот беспорядок. Не каждый день выпадает шанс прихлопнуть такого назойливого паразита, как ты. Закон джунглей и выживание сильнейших. Давай решим все самым примитивным способом. Корм, так на что ты деньги потратил? Ты что, не видел? Часть на улучшение трубки и часть на новую ячейку для стрелы.
На новый картридж пока не хватило. Леха, смотри, как бы ты не последовал за этим, за Вервером. То что-то вам обоим сегодня, я смотрю, что-то не так, как обычно. Это Nine Souls на вас так действует или что? Я спокоен. Ну, такими оставайся. Так, поехали, что ли? О, какая мерзость. Система контроля активирована. 行凶，行牛， Звери, слушайте мой 我滚 приказ. 碎hình。 На этот раз сотрите его в порошок. Ну погнали, погнали. Сколько нужно ждать? Вау, вау. Ну не так же быстро. Не в ту сторону. Ну блин. Нормально же все шло. Ай-яй-яй. Следующая стадия. Контроль утерян. Жесткое мясо.
小姑。 Черт побери. Я все спланировала. После того, как Эйгон найдет лекарство, я собиралась остановить Пенлай. Посев, пахота, орошение, удобрение. Потребовалось бы менее 1000 лет, чтобы восстановить пригодную для жизни экосистему для солярийского племени. Они должны были выжить. Почему все так обернулось? Чего ты надеешься достичь? Ты вообще рассчитываешь добиться чего-либо? Это вопросы, которыми стоило задаться и тебе. Ну, чего глазеешь? Убей меня. Нет. Мне воистину просветила твоя увлекательная идеология. Вот эта мысль о немного пожертвовать свободой. Пора тебе следовать собственным же идеалам. Контроль мозговых волн активирован. Победите Гоуман. А, не будет еще стадий. Что-то жесть какая-то. Так, по порядку, что там? Минус ляжки. Не будет стадии, это просто самый простой сол. Я думал, тут с каждым следующим только сложнее будет. Я тоже думал, следующая стадия. Вот на прошлом боссе вы там меня пугали. Вот сейчас 3-я стадия, 10-я стадия. А тут я уже готов к этим стадиям, и их нет. Опять обман. Везде обман. Перед тем, как меня ликвидировать, ну, 4-й раз, дай хотя бы... Блин, там эти звуки на фоне криповые. Короче, Форум, как думаешь, он правильно сделал? А что он сделал? Вот это, что он из нее зомби тоже какое-то сделал жесткое. Не добил или что вы имеете в виду? Вот с этим мы с Игорем спорили как раз. Так, ну-ка поподробнее тогда. Какая у кого была позиция? Напомните теперь мне. Ну так следующий босс намного сложнее будет. Чем дальше, тем хуже. Вот это другое дело. Вот это мы любим. Оставил ее в вечных страданиях. Не знаю даже. Она, конечно, злодейка была, но что-то это жестковато, по-моему. Что ж, каждое сообщение на проверку. Компонент. Сухой паёк. Солярийский артефакт. Его можно дать Шуань-Шуаню. Просто добавьте горячей воды, и эти удобные брикеты еды раскроют вам вкусы многих популярных напитков Пенлая. Этот, например, со вкусом пенистого чая. Прикольно. Так голодно, так холодно.
Присоединяйся к нам. Только совет может вдохнуть жизнь в твои идеалы. Можно не спойлерить, что сейчас грустно будет, а что не будет? Это тоже считается спойлер. Говоря, что там сейчас будет, что там не будет. А у нас спойлеры не рекомендуются. Запрещены, я бы даже сказал. Любые. Даже косвенные. Молодцы, дети мои, усердно трудитесь, и я позволю вам жить дольше, чем остальным. Так вы всегда будете рядом со мной. Работайте на полях бок о бок с людьми, и тогда никто на всем Пенлае больше что-то там. Так, второй Сол побежден. Печать Гоуман. Печать Сола — высший символ, так это было. На печати Сола Гоуман изображен символ И, что олицетворяет равенство. Биография обновлена. Детский опыт побудил ее изучать сельскохозяйственные технологии. Она верит в естественность и выживание, в эффективность и выживание сильнейших. Однако под маской беспомощной эффективности скрываются более сложные эмоции и мотивы. Нацепил браслет, как она на других. Не вечных. Я за то, чтобы лучше просто добил ее и все, без этой лишней справедливости. Ну так, а смысл этой справедливости? Вот она там стала каким-то зомби, что ли. И чё? Мы ушли, и чё с ней там дальше? Она так и осталась там сидеть? Или это еще что-то как-то повлияло, кроме этого? Я считаю, что то, что он сделал, это не имеет значения, а он считает, что это ужасно. Сейчас будет так холодно, так голодно. Ты буквально сражался с двумя зомби, сделанными из людей, прошедших через принудительную трансмутацию. Причем, возможно, люди на момент трансмутации были детьми. Да, это я понял вот по этим флешбекам слегка. Сама технология при этом была запрещена на самом Пенлае много лет назад. Но это можно понять, как вот у нее там, не знаю, какие-то дети были или кто это. И она всегда хотела быть с ними, но потом можно типа подумать, что они умерли или что-то типа того. Она хотела всегда быть с ними, поэтому она из них сделала зомби. Или еще всякие теории можно придумать. Ну, типа у нее там всякие хорошие были побуждения, но не без конечно, всяких исключений. Не все там так гладко было, конечно. Не знаю. Тут все как-то сложно, чтобы я как-то определенно принял какую-то сторону. Хорошо это или плохо. Ну, точнее, Игорь там не говорил, что это прям хорошо, в смысле, что без разницы или что плохо. Даже не знаю. Технология. Так, это я читал.
Не, больше никаких влияний. Как они были, они умерли, и она его воскресила, и так что, чтобы не остаться одной, она так сделала. Ну да. Ее типа как-то можно понять. Ладно, я пойду, пока мут не получить. Давай. Вер. Просто человеческие дети, которых во время жизни превратили в безвольных полубессмертных зомби. Все, что я про нее знаю, это буквально вот то, что только что показали. Что она нам рассказывала, что вот этих флешбеках говорилось. И все. Я там никакой дополнительный лор, понятное дело, не читал, не знаю, не видел. Может, там в будущем в игре что-то еще про нее расскажут, или за пределами игры надо что-то узнавать подробнее. Пока по вот этим вот нескольким секундам отрывкам в этих флешбеках я даже не знаю, как мне судить об этом всем. Согласен, что она ужасный, что ужасней некуда. Ей нет оправдания, но подобляться ей и делать то же самое, что и она, ну такое себе. И то же самое, технология берет контроль над мозгом, а не воскрешает из мертвых. Короче, я считаю, что лучше бы он ее добил. Где лофт? Что читал про всех боссов от авторов игры. Так что все понятно, как некуда. Там этого текста как будто было капец как много. Хорошо еще, что я вообще читал. А не как многие записки в некоторых других играх, где миллион текста. Ну, ты сойдемся на этом. Но мы с тобой, по крайней мере. Ой, ладно. Идем дальше. Ах, с двух сторон, твари какие. А, все, ее уже тут нет.
Так, сундук чуть не пропустил. Этот на меня не обращает внимания. Вот и молодец. Вот и стой себе дальше. Шорткат? Нет? А направо туда пока нельзя, да? Не допрыгну, а если вот этой штукой? 3 сундука, ого. Да, пока нельзя, походу. Я не говорю, что вариант с повторением использования технологий лучше. Для меня он просто равносильный. Да, я понял, что ты не говоришь, что это прям хорошо. О, артефакт. Можно отдать Чуань-Шуаню. Доска Цянь-Кунь. Полный набор фигурок Цянь-Кунь в комплекте. Появившись в царстве Чань, она известна как старейшая стратегическая настольная игра в Пенлай. Настолка? А что там такое? Оу. Это что, телепорт? Деньги, 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 деньги. И компонент. Местные шахматы. Вот, теперь уже шорткат. Тут я уже был. Такс. Там вот был проход вниз, походу, какой-то. Там вот был проход вверх какой-то. Там вот был проход влево какой-то. Капец, сколько всего. Или там тупики. Да я не допрыгну. Ах ты. Ого, хорошо, что я не сразу туда спрыгнул. Сундук. Материал темная сталь. О, это нам надо было для чего-то. Для усиления стрел, точно. Один из самых твердых металлов Пенлая. А чтобы ее не превратили, вещь эта будет практически неразрушимой. Добывали ее в горах Тяньшань, царстве Цзэ. Еще она очень ценная, поэтому что обнаружено... Потому что обнаружено было всего 3 пласта руды. Такс. Тут все. Там внизу все.
Чересчур мирный, душнилый. Я вроде до этого сундука допрыгнул просто. Так, тут все. Идем опять наверх или внизу еще что-то там. Вроде там внизу вот есть какой-то подъем наверх, но не помню вообще, что там. Так, опять 2 навыка. Надо прокачаться. О, взрывцы или полный контроль? Ну, надо протестировать. Купи росчерк пера, тебе поможет. Не знаю, что это. Так, вниз, что ли, сходить? Проверить, что там. Сильно дамажит, и ты будешь АФК стоять долго. Я хотя бы гляну, как он выглядит вообще. А, тут я был. Ну, тут был этот самый лифт, да. Не допрыгнул. Эх, там был сундук. А, мы его уже открыли, ну да. Ой, тут уже все собрали. Ой, ладно. Но там что-то было на другой стороне определенно. Я просто не допрыгнул. Или я не могу допрыгнуть, в принципе. Рано тебе туда еще не получится. Угу. Так, Шуань-Шуань. No silent. Наконец-то ты вернулся. Нельзя начинать выступление без аудитории. А? Какое выступление? Партитура. Ты просил сыграть для тебя, так что я много тренировался. О, да, конечно, я помню. Наверное, ты думал, что я не справлюсь. Скорее, что это будет мимолетным увлечением. Ну тебя. Я практиковался каждый день. Было непросто привыкнуть к новой солярийской аппликатуре. Я могу поручиться за ежедневные тренировки Шуань-Шуаня. Он весьма талантлив. Странная эта партитура. Чем старательнее ее играешь, тем хуже она звучит. Будто мне следует просто расслабиться и играть по наитию. Ладно, позволь мне продемонстрировать.
Ух, вроде бы не сфальшивил. Что скажешь? И? Хорошо получилось. 3 точки. 미술? И неужели ты не слушал? Неужели я так плохо сыграл? Похоже, тебе совсем не понравилось. Нет, вовсе нет. Было здорово. Это знакомое звучание и мелодия, будто она стояла прямо здесь. Кого ты имеешь в виду? Абак. Модуль речи вырву. Пощадите, мой господин, пожалуйста, простите мою импульсивность. Ты завершил перевод партитуры? Да, и загрузил его в вашу базу данных. На этом пока все. Не забывай прятать флейту, когда не используешь ее, чтобы она случайно не повредилась. Мне можно и дальше на ней играть? Я ведь подарил ее тебе. 캐다. О, спасибо. Кедо. Древняя пенлайская баллада. Ключевая вещь. Это главная мелодия древней баллады, найденная в рассветной башне. Она прошла сквозь века, в каждой своей ноте сохранив истории и тайны древних времен. 미술! Как прошел твой бой с госпожой Птичкой? Я уверен, что выиграл. Думаю, что победа или поражение не имеет значения. Просто надеюсь, что вы останетесь в хороших отношениях. Вы же помирились. 3 точки. 미술! Вау, ты принес мне каменный гриль? Это доска для игры в Тянь-Кунь. 응? Тянь-Кунь. Такая древняя стратегическая игра. Мы используем ее, чтобы моделировать порядок во Вселенной. Фигуры представляют собой различные небесные тела, и по ходу игры раскрывается сложная сеть баланса и противостояния в природе. Каждый ход фигуры влияет на всю доску вокруг нее. Это похоже на то, как любое из наших действий может повлиять на окружающих. Вау, звучит сложно. На первый взгляд это так, но стоит тебе вникнуть в суть, ее сложность наоборот увлечет. Эта игра отлично подходит для развития твоего логического мышления. Я вообще ничего не понял, давай просто начнем играть. Ну нет, ты ведь даже не знаешь базовых расстановок. Ага, забудь. У тебя действительно большой дом. Неудивительно, что ты все время жаловался на размер нашей деревни. Что? Ну и Кунь-Лунь? Нет, я бы не назвал это место домом. Нет, тогда откуда ты родом? Помнишь те сказки на ночь, которые я тебе рассказывал? Мы, солерийцы, как и те истории, родом с планеты под названием Пенлай. На этой планете была маленькая страна Ся. Ее и я называю домом. Ее я и называю домом, да. О, так те истории про огромные водоемы были правдой. Они называются океанами. Я родился недалеко от одного из них. На самом деле мы всегда шутили про таких, как ты. Называли сухопутными крысами. 아유. Я не виноват, что мне негде было научиться плавать. Так, то место, где ты вырос, было даже большим, чем это? Здорово. Размеры персиковой деревни даже не позволяли выкопать пруд. И предки тоже родом с такой же большой планеты, как Пенлай. На ней не было так много воды, как на Пенлае, но она все равно была покрыта ею. Правда? Тогда почему все перебрались на этот маленький остров? Так сложились обстоятельства. Нам пришлось покинуть Пенлай. Что касается обезьян-людей, долгая история, которую лучше рассказать в следующий раз. Не хочешь рассказывать? Это как-то связано с твоим ранением? И с тем, почему ты так жаждешь отомстить? Отомстить? Кто тебе такое сказал? Я просто пытаюсь добиться справедливости для своего народа и разоблачить этих злодеев. Справедливости он пытается добиться. Злодеев? А что они такого сделали?
Сосредоточься на игре. Вау, когда это... Все мои фигуры исчезли. Ты правда думал, что все эти вопросы могут отвлечь меня? Хе-хе-хе, думал, я сам себе яму вырыл. Думаю, я сам себе яму вырыл. Тюнь-кунь такая сложная, есть ли способ победить тебя? Как знать, неизвестность прибавляет ценности стремлений. И еще сухой паёк. Хочешь вкусненького? Вкусненького? Ты говоришь об этом твердом и сухом печенье? О, оно приятно и сладко пахнет, еще и с чайными нотками. Сейчас в твоих руках наиболее востребованный сухпайок со вкусом молочного пузырькового чая. Это не тот ли, который кайфу пьет? А зачем вы превратили его в эти кирпичики? Вам не нравится нормальная еда? Это паёк для чрезвычайных ситуаций. Такие еще называют рационами. В таком виде его легко носить с собой. Есть другие вкусы, с рыбкой, например. Выбор вкусов довольно велик, но у каждого есть свои предпочтения. Я вот люблю соленые, потому что они хорошо сочетаются с алкоголем. Что ты делаешь? Ух ты, оно такое твердое. Старики с плохими зубами в нашей деревне не смогут это есть. Его и не нужно грызть. Сухпайки надо размачивать в горячей воде. Что? Обязательно в горячей? Я не кипятил воду, а холодной пойдет? Да, но будет не так вкусно. Это последняя коробка пайков со вкусом молочного пузырькового чая. Ты не представляешь, насколько она ценна. Цена. Осталась всего одна коробка. Тогда я пока оставлю ее себе и буду ждать особого случая, чтобы насладиться этими штуками. Вот и отлично. Пока что все. Что у меня по деньгам? 600. Что это? Что ты хочешь сказать? Ты заполучил печать Гоуман. Знаю, она отвратительная, но разве обязательно было добивать ее так? Думаешь, я поступил неправильно? Я бы так не сказал, но мы ведь раньше работали вместе. Наверное, я просто немного сентиментален. А ты считаешь, что угнетенные ею люди заслужили свою участь? 3 точки. Какие сложные философствования. Так, сейчас потрачу еще 400 и улучшим стрелы. Раз мы нашли эту сталь. Никогда не бывает поздно пить чай. Все. Теперь у нас более крутые стрелы. Стрелы S ранга. Так, важный вопрос. Куда сейчас? Так, наверное, быстрее будет из павильона выйти, чем отсюда опять подниматься. Вопрос, куда сейчас идти, или, может быть, вообще на сегодня закругляться уже? Как вы считаете?
ты ж, сколько тут всего пропущено. Три из 6. Целых 3 чего-то пропустил. Тут еще непонятно что. Тоже он там наверху пропущено что-то. Тут вроде все. Тут тоже все. Вот тут что-то пропущено. Наверное, где-то вот тут слева. Потому что там справа ничего не было. И еще вот тут я вообще не был, по-моему. Ну да. Йоу. Фрисби. И тебе привет. Форм, ты комнату левее от босса. Еще одной не посмотрел. Ладно тогда. Быстрее будет оттуда все-таки, раз я там что-то не посмотрел. А еще глянем, не выросло ли дерево. Так, что опять вы хотите? 3 точки. 3 точки. Эй, мелкий, это у тебя пайки со вкусом молочного пузырькового чая? Ага. И дал мне их. И сказал добавить горячую воду, чтобы они стали сладкими. Стали сладкими? Невежественное ты дитя. Несметное число солерийцев нуждались хотя бы в одной чашке такого каждый день, полагаясь на сахар в этих напитках, чтобы питать свои увядающие души. Тебе нужен 1 паёк в день, дядюшка Пушок? Нет, он давно бросил. О, эта емкость заполнена напитком, который только выглядит как пузырьковый чай. Ну вот я так и предполагал. Прошли столетия с тех пор, как я последний раз пробовал настоящие тапиоковые шарики. Это, наверное, мое самое большое сожаление. Если мне все равно суждено умереть, почему бы не подсластить себе испытание? Потому что ты застрянешь по пути на небеса. Смешная шутка. Ну, сейчас это не важно. Представь себе, я обыскал половину нового Кунь-Луня и не нашел ни одной пачки этих вкусняшек. И теперь ты просто собираешься позволить обезьяне поглотить то, что может быть последней пачкой? Это кошмар. Если ты их так любишь, я бы не отказал. О? О нет, так не пойдет. Я взрослый человек, и я не отбираю сладости у детей. Все хорошо, я, наверное, и так не смогу употребить их правильно. Нет, их дал тебе И. Мне правда не следует. Ладно, тогда я, пожал. Ну, если ты настаиваешь, я смиренно приму твое подношение. Ах ты какой... Какой не хочу, блин, тебя обзывать, но ты такой, блин, конечно, такой-сякой. Ага, вот держи. А когда ж уже вырастет эта фигня? Всю жизнь пьет свои bubble tea. Я, кстати, ни разу не пробовал bubble tea. Представьте себе. Так. Мне сейчас что? Вниз? Потом обратно вот сюда наверх? Или что? Или куда? Левее от босса. Еще одной не посмотрел.
Вниз и левее? То есть куда-то сюда? Ну, там, да, там я не был. Это уже не пил. Ой, там наверху что-то есть. Много чего прям есть там. А или я туда не доберусь отсюда? Походу, да. Еще и сундук. Ну, конечно. Ну, конечно. Блин, опять паркур. Ну, я же нажал. Ну, какого фига, но иногда хватается, а иногда нет. Путь боли. Так, стоп. А если сначала сюда? А если сначала туда? Там долго, вернись. Оу, путь боли действительно какой-то. О, зато оно того стоило. Фрукт Дао. Записывающее устройство Стражей Сумерек 2. Дело Стражей Сумерек номер 13. Запись. Покойный сбежал со службы и был найден в одном из бассейнов для синтеза воды и кислорода. Он умер несколько дней назад, вероятно, от кислотного ранения. Не понимаю, мы отрабатываем свое время, а потом можем жить на широкую ногу. Как он мог быть таким дураком? Но есть нечто странное. Раны на его теле были очень глубокими. Обычные стражи не атакуют Стражей Сумерек. Так что это мало похоже на несчастный случай. Мне сказали, что он, должно быть, разозлил одно из животных. Быть может и так. Мне еще многому нужно научиться. Хотя мне кажется, что это вкусно очень даже. Что-то мне аж захотелось. Он думал, что уже никогда не будет путя боли. Но он меня преследует. Подождите, вы говорили, что можно смело есть фрукты, а они где едятся? Я думал, когда их поднимаю, он сразу их ест. И вот эти 4 штуки, что у меня валяются, их надо где-то в определенном месте съесть. Нигде? То есть они уже активированы. Просто когда валяются в инвентаре. Сразу используется. Все, окей тогда. Панель турбопровода водного синтеза. Отчет о повреждении трубопровода. Внимание! Обнаружены серьезные повреждения трубопровода. Стражи Сумерек уведомлены о необходимости проведения экстренного ремонта.
Зона синтеза воды и кислорода является источником жизни на Новом Кунлуне. Во время ее строительства Гоуман разработал обширную симбиотическую систему с генетически модифицированными растениями, такими как борщевик, которые эффективно выделяют кислород и очищают воду. Благополучие Нового Кунлуна зависит от этого водоснабжения и поставок кислорода. Во имя здоровья всех пассажиров любое загрязнение строго запрещено. А, капец, как много букв. Шорткат. Вау. Да, что-то мне не нравится эта фигня, которую мы выбрали второй. Надо будет вернуть, наверное, на предыдущую. Деньги, 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 деньги. Все, теперь идем туда, налево. Да, 2 из 2, 2 из 2. Тут все. Начинается. Что мы там выбрали? Полный контроль. Я выбрал попробовать, что это такое. Так, там слева будет костер или мне... Или мне... Вернуться на прежний. Если я помру, то я так и так вернусь. Ну, это лучше, наверное, уже когда тайминги знаешь использовать. Угу. О, старый знакомый. Это ты, беловолосый демон. Шиннун? Что с тобой? У меня есть какой-нибудь... У тебя есть какой-нибудь яд? Нет, нету. И, кстати, костер прямо тут рядом. Действительно. Ты отравлен? Нет, мне нужно что-то ядовитое. Чем токсичнее, тем лучше. Наркоман. Скорее. Ты уверен, что это не просто твои бредни? Уверен, просто дай мне что-нибудь ядовитое. 3 точки. Нет у меня пока ничего ядовитого. Ну, наконец, один из моих любимых персонажей. Я ни разу полный контроль не пробовал даже. Он хочет фарлумское чудо. На финальном боссе только полный контроль. Ясно. Ты уверен, что нет? Но мы же не покупали ничего. А я говорил взять шарик, но нам на него не хватило. И что сейчас делать? Ему прям обязательно именно сейчас надо этот шарик. Отдать. А, у меня цитрин есть. Это ему подойдет? Вообще яды должны быть. Ну, ладно. Цитрин. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Теперь лучше. Не думал, что
когда-либо окажусь у тебя в долгу. Почему ты меня спас? Разве ты не заодно с этими демонами? У меня не было причин стоять в стороне и смотреть, как ты умираешь. Сказал он, и вспоминаем, что он сделал с этой птичкой. Что заставило тебя оказаться на пороге смерти? Мой проклятый старый недуг, вот что. Просто не свезло, что он проявился именно сейчас. Так какой же такой недуг лечится ядом? Я никогда не видел, чтобы существо выжило после употребления такого количества токсинов. Ну вот, мой недуг как раз и требует яда, чтобы оставаться под контролем. Если что-то смертельно для большинства, для меня это словно дар небес. Однажды гуру сказала мне, что мое благословение — тело, устойчивое к ядам. На моем месте, вероятно, большинство бы просто погибло. Невосприимчивое к ядам тело? Удивительно. Давай проясним кое-что. Я не остаюсь в долгу. Не знаю, кто или что ты, но мысль быть в долгу перед кем-либо раздражает меня. Только раз я угощу тебя своей особой лечебной настойкой. И чем же она такая особенная? Я следил за тобой с тех пор, как ты появился в нашей деревне. Ты выглядел больным и шатался при ходьбе. Мои настойки прекрасно укрепляют организм. Веришь или нет, но один глоток, и ты почувствуешь себя как новенький. Моя болезнь неизлечима. Но, хозяин-барин, раз боишься, так я тебе не виню. Ага, разогнался. Наливай давай. Наливай. Бухнем. Как тебе? Я не шутил, ага. Неплохо. Откуда у тебя этот рецепт? Не могу сказать. Могу лишь заверить, что я единственный в мире, способный сие приготовить. Это несложно воспроизвести. В конце концов, это всего лишь химия. Химия? Это что, какое-то колдовство? Ерунда. Наука — это не колдовство. Да почему бы тебе не объяснить ее мне? Во-первых, тебе нужно знать, что... ты все равно не поймешь. Наливай еще. Алкашня. Просто этот лечебный центрит в больших дозах яд. А, то есть намек, что мне только один раз надо ему его дать, не больше. Короче, нам нужно много ядов. Окей. Теперь понятно, зачем они там продаются. Как я жду, когда он дойдет до П. Интересно посмотреть на реакцию. Когда не изучаешь магию, все вокруг кажется физикой. Так, куда собираешься топать дальше? Я только что решил. Пожалуй, буду ночевать у тебя. Что? У меня? Ты имеешь в виду павильон 4 сезонов? Какой каприз заставил тебя думать, что ты можешь просто ввалиться туда без моего разрешения? В этом мире демонов еще столько... В мире демонов еще столько всего предстоит изучить, что... Но он чертовски опасен. Мне нужно безопасное место, куда я мог бы возвращаться. И у меня хорошее предчувствие насчет твоего дома. Только забери Шуань-Шуаня и... Не волнуйся, я не стану нахлебником. В обмен я буду продолжать снабжать тебя своими целебными настойками. Из каждых 2 ядовитых штук, которые ты мне принесешь, я смогу приготовить горшочек этой амброзии. Из каждых 2, да? Ты уже и условия свои придумал? Кстати, я еще ни на что не согласился. Думаю, доступ к моим особым настойкам — отличная сделка. На всеми порешим, у меня есть дела. Если найдешь какой яд, тащи ко мне поскорее.
И что мне это дает, эти настойки? Максимальный уровень здоровья. Все понятно. Тогда все понятно. Ай. Да, определенно надо менять на прежний навык. Так, до туда я не допрыгну. Да сюда тоже. Фермерские метки. Ярлыки культур. Муэр. Происхождение царства И. Генетически модифицированный мясистый гриб с высокой питательной ценностью. Пенлай на 90% покрыт водой, и лишь малая часть оставшейся земли пригодна для сельского хозяйства. С тех пор, как алхимическая трансмутация перестала быть чем-то необычным, генетическая модификация дешевых и высокопитательных культур стала ключевой задачей для фермеров. На заре эпохи истоков под влиянием даосизма естественное замедление набрало популярность. Земледелие, господи. И генетически модифицированные продукты стали презираться. Дебаты продолжались даже на фоне постоянного уменьшения потребностей солярийцев в еде. Ой, опять этот черт ходячий. Погоди. Не успел. Я думал, что мы эти яды будем на оружие мазать. Все ждем, когда форум дойдет до Ф. О, господи. Ну, почти. Я правильно вообще все делаю?
Ну, не хватает, и все тут. Эть. Не-не-не-не-не-не. Не-не, сначала шорткат. Уже опять 1000 насобиралась. Не-не-не-не, до свидос. Нефрит роста немного увеличивает получаемый за уничтожение врагов опыт. Там было на деньги, а теперь на опыт. Ага, вот мы снова здесь. Шорткат открыли. Отлично. Сейчас нам куда? Обратно вниз туда надо вернуться. Там вот слева в центре пропустил что-то и внизу там проход. Или мне сейчас тут надо что-то доисследовать. Я смотрю, и тут 3 штуки не собраны у нас где-то. Вспомнил, в игре есть все-таки очень классная композиция одна. Ну и понятно, ведь группа целая записала ее. Так что, если там тупики, то я лучше тут что-то буду искать. А хотя нет, вот вижу, что-то вот
Возможно, вот тут центральная, наверху там что-то есть, может быть. В остальном везде вроде карта полностью открытая, нигде ничего не пропустил. По идее. Угу. Угу. Что это было? Что за зеленые шарики? Какая тут громадная часть локации. Жесть. Уничтожай шарики. Ой, не, погодите, это вообще другая новая локация. Сначала с этой разберусь. Ну куда ты, ё-моё? Господи, снайпер максимальный. Я нажал. Золотое яйцо Инлум. Инлум откладывает гигантское яйцо раз в столетие. С виду оно с виду оно вроде бы нормальное, но эмбрион внутри содержит смертельный нейротоксин. Это яд. Яд мы знаем, кому теперь надо относить. Так, вроде я все уничтожил. Да только ради этой штуки мы тут все уничтожали. Так, все собрано. 4 из 4, одно из одного.
Туда путь закрыт. Какая-то темная локация. Опять какие-то ниндзя. Так, тут все, тут все. Тут все. Тут все. Тут нету этого чипа. Там, наверное, еще не все. Вот тут не все. 3 из 6. Ну, сейчас тут, значит, в этой фиолетовой локации будем возиться. Ау! Несем я другу, мы добрые. Пригодился мне тут нефрит на возвращение денег. Ну, чисто нефрит и на золото, и опыт, и все. Тоже советую. Ну это если фармом заниматься. Мне бонусы в бою более приоритетные все-таки. И я уже в который раз на костре посидел и опять не поменял эту способность. Постоянно забываю. Ну, прощай мои деньги. Скотина. Действительно, сейчас бы пригодился этот талисман. Ну. Что ты делаешь? Ай, ладно. Интересно, сколько я там потерял. Много там было или терпимо? Сколько у нас денег было, вот и мне интересно. Вот к этой способности я уже привык. Более-менее. Той пока еще нет. Миллион ударов в серии. Так, задолбал уже, честное слово. Вентилятор долбанный. Спамит. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, не покушал. Дам у нас, по-моему, нет сейчас. Уже на стриме. А может, сидят, молчат. Кто-то из этих 44 зрителей на ютубе. $1200+. Не, вот это обидно. Вот это очень обидно.
Скотина какая мерзкая. Ого, 50 зрителей почти. Ого, 50 ботов. Битва с вентиляторами. А вот такая вот. Алло. Мой господин, удалось ли вам найти что-нибудь в исследовательском институте? Я наткнулся на что-то напоминающее куски плоти. Возможно, эти существа проникли из аграрной зоны, но не могли же объекты остаться без охраны. Никогда не видел ничего подобного, но не думаю, что даже Гоуман могла бы настолько обезуметь. Можешь проверить здешние журналы техобслуживания? Прошу прощения, но доступ к исследовательскому институту возможен только с высшим уровнем допуска. Там все засекречено. Ладно, придется разобраться со всем этим после того, как возьму остров под контроль. Конечно, однако, пожалуйста, не забывайте заботиться о себе. Если устанете, возвращайтесь в павильон 4 сезонов и отдохните. У меня нет на это времени, я отключаюсь. О, артефакт. Можно отдать Шуаншуаню из здания Академии Тяньдао. Научный текст из Академии Тяньдао называется «Введение в теледейственные программы». Этот свиток раскрывает основы теледействия так, что и новичок разберется. Блин, их теперь двое? Вы чё, с ума сошли? Я, наверное, всегда теперь с ними вот так буду разбираться. Чё за фигня? Ходит, бродит. Не знаю вообще о Nine Souls, первый раз слышу. Ну, почти впервые, с прошлого стрима. Да я тоже впервые играю. Мне даже сообщение с ними по-другому и не хочется. Пришло на проверку. Как так-то? Ух ты, оно еще и стреляет. Ай. Ай. Фига оно урона нанесло. Колючка обычная. Так, это уже что-то необычное. Это необычный ёж. Это бронированный ёж. Понятно. YouTube реально просто абьюзит меня. Да вообще по полной программе. Это типа Silksong, Hollow Knight? Типа да. Типа того. А здесь-то что Ютубу не нравится? Ты ему не нравишься. Мы уже разобрались. Неважно какое сообщение, просто рандомно он что-то как-то начинает выпендриваться. Скоро ты, как товарищ Бибизян, наверное, будешь у нас только в интересных сообщениях. Или наоборот там было, только не в интересных. YouTube расист. Да, это мощный брат ежа. Что-то тут у всех есть братья. То брат этого... того мини-босса, то брат ежа даже есть. Еще чьи братья тут будут. Что это такое?
Там кто-то страшный или что-то. Что, с ним ничего нельзя сделать? Ничего не можешь, только левее. Прятаться в контейнере? Тут что, прятки? Это что, хоррор? Со мной монстр будет бегать? Или это просто доставка будет сейчас? Меня доставят куда-то в этом контейнере. Ой. Нырнул. Доставка. Доставка котиков. Заказывали. О, нет. Спалились. Так, где я? Ага, я снова здесь. И снова здравствуйте. А там наверх я мог еще подняться? Или тоже не мог? Как минимум еще один брат будет. Короче, догадаешься. Доставка Яндекс. Сон Геральта превращается в хоррор. Кошмары снятся уже, что ли? С другой стороны, тут секрет есть. Там все пока. Хорошо. О нет, опять паркур. Так, вернись. Нет, не сюда. Так, подождите, по порядку. Сначала вот это. Потом вот это. Потом вот это вернись. Нет, не так. Все не так. Так, что тут все тут выглядит как-то сложно. Прикольное место. Отсюда он нимфы не достает. Но пока я одно притягиваю, другое уезжает, блин. Ну и толку от этого. Ой, не та кнопка, ё-моё. Поехали.
Нормально. Опять что-то выглядит сложно. Не. Туда вообще можно допрыгнуть? О. И надо опять успевать бегом. Сначала вот это. На максимум, поехали. Ну, естественно. Отлично. Нет, только не надо меня лазерами. Все. Я надеюсь, тут что-то очень важное. Я все, я пошел. Всем пока. Пока не покушал. Темная сталь. Ну, нормально. Могло быть лучше, могло быть хуже. Все, теперь тут все. 3 из 3. Это был последний лут. Такс, тут у нас все. Там вы говорили, пока ничего нельзя. Тут у нас все, тут все. Либо сейчас вот эту локацию доисследовать, либо в старые прям начальные локации возвращаться, либо куда еще тут я могу пойти. Тут везде тоже все. В этих нижних. Ну, либо в павильон вернуться и на сегодня уже заканчивать. Вот бы больше подобных комнат было. Нет. Не хочу. Не надо. Уже 5 часов стримим. Не, час ночи. Наверное, я склоняюсь лучше к тому, чтобы уже закругляться. Ну, и Азель говорит, что скоро пойдет. В следующий раз, наверное, разберемся, куда пойти. На старые локации или куда-то на новые. У меня 4 утра. Да, вот только что вот посмотрели, этот моб прибежал к нам, но он нас не бил. Он просто вокруг нас ходил, тупил. Так, насчет денег. 600. $2500 или вот это вот. И про яды тоже не забываем, да. И про картридж. Вы о чем? Чё может, чё не может? Еще на полбалла оценку снижу. Да за шоу. Да чё так жестоко?
Так, там уже выросла эта хрень. О! А, это этот. Новый дружбан. Я думал, что-то выросло. А, нет, выросло реально. Но еще не настолько, чтобы я мог туда забраться, походу. Так, с вами я поговорю уже в следующий раз. Это я себе только могу снизить. Блин, мне интересно теперь. Так, ничего не понял, о чем вы там. Ладно, давайте в следующий раз разберемся. Чё куда, чё как. Сохранение. Про моба. Вы про то, могут ли мобы атаковать. Потому что ты телепортировался. Когда ты в менюшке, вроде может. Ну так я еще не пробовал. Вот. Пока телепортируюсь, хотя бы проверил. Анимация была, ну да. Так, на сегодня тогда все. Одно достижение только получили за Гоуман. Пока все. Ну, значит, все. Все так все. Пришел передать, что мне пора спать уже. Да, мы уже заканчиваем. Все, тогда всем удачи, всем, кто идет спать, всем спокойной ночи. Всем спасибо, кто смотрел в целом стрим, кто в чате активничал. Кто, может, молча смотрел или слушал стрим. Тем, кто, может, в записи будет смотреть этот стрим когда-то, всем спасибо. И тем, кто ставил лайки или дизлайки, всем тоже спасибо. Всем удачи и до встречи на следующих стримах по Nine Souls или по Ведьмаку. Всего хорошего всем. Всем пока-пока.